Привет, привет, друзья! Сегодня мы с вами встречаемся, чтобы поболтать и порисовать. Я сегодня буду рассказывать вам про мой португальский тур в сентябре и рисовать арку из Лиссабона. Жду, пока все присоединятся. Помните, что всегда можно задать вопросы в процессе, и я с радостью на них отвечу, если смогу. Так, всем привет. Hello, everyone. Так, закреплю сейчас тему. Так, все закрепляю. Увидела, что Анастасия в эфире. Настя, привет. Алена, привет. Очень приятно. Да, я анонсировала, но, может быть, да, они, конечно, не все видели. Вот, вообще, после предыдущего эфира я как-то вдохновилась и поняла, что это прямо классно. Давно мы здесь не встречались, мне написало много художников, что классно вообще встречаться снова, что ли, эфиры живы у нас, и вообще, я говорю, да, как-то так, вот какое-то время мы не выходили, потому что было много сложностей, сейчас как будто бы новое дыхание, очень классно. Good afternoon, намасте, намасте. Сказала сыну, что мечтаю попасть на мыс Рока, обязательно хочу туда, но пока никак. Я желаю, чтобы получилось. Вообще обязательно мечты надо исполнять вне зависимости от там с туром, без тура, как угодно, да. Это действительно классное, мне кажется, место. Я тоже мечтала. Вообще я была на крайних точках, была на крайней точке Англии. Вот Лэнсенд, она так называемая, была на крайней точке африканского континента, мыс Доброй Надежды. Вообще хочется вот на мысе Рока, крайней точке европейского, конечно же, азиатского в какой-то момент, и в Патагонию тоже очень хочется. В общем-то, будем исполнять. Так, читаю ваши комментарии. Юля, добрый день, Настя, Юлечка, привет, очень приятно, да, согласна, порисовать очень хочется, хотела и с вами, ну, надеюсь, не в последний раз, собственно, будем стараться, конечно, не всегда получается так, что что-то повторяется, действительно, туры и такие путешествия, они уникальные, и хочется столько мест прекрасных, да, которые хочется увидеть, поэтому куда-то... Так приятно видеть в эфире всех с тех, с кем мы рисовали в разное вообще время, в разных странах, вот, потому что действительно за последнее время мы все рассредоточились, и приходится там и ВК, и Телеграм, и все другие каналы, и вот я не знаю уже, где на это куча энергии уходит. Так классно, правда, было, когда был только Инстаграм, и все, и ты делился, и было понятно, и где все искать, и где активность, а сейчас... Ты сюда запостил, ссылка туда, это сюда, и не думайте, что мне это сильно хочется делать. Вот, просто одни люди говорят, я могу только там смотреть, другие только там, и в итоге ты приходится вообще везде быть, и это очень сильно отвлекает от реального процесса, потому что была бы одна соцсеть, я бы гораздо активнее рисовала, гораздо активнее делилась, вот как, да, как... было до этого, потому что сейчас ты просто очень много времени тратишь на... И везде еще, кстати, разные фотки, разные посты, разные форматы. Тут надо текстом, там картинка такая, тут горизонтальная, тут вертикальная. Ну, в общем, вот. Так что пожалуйся вам. Вот, потому что, ну, это правда. И, конечно...
хочется больше просто быть в реальной жизни. Ой, извините, уронила вас. Вот, рисовать и как-то вот этим тоже делиться. Но я думаю, что вы меня очень понимаете в этом вопросе. Вот. Так что, простите, если я вас еще уроню в процессе, потому что тут у меня все вот так вот, как бы со всякими держателями. Это кажется, что в эфире ничего нету, а сижу я тут вот вся в окружении, да, настроечной площадки блогерской, так скажем. Так. Hello everyone. Today I will paint really interesting places from Lisbon. Yes, especially I think I will speak Russian, but I have a present for you. If you are speaking English, I will make one live stream, maybe not one, but the first live stream in this year in English. It will be here in Instagram at the end of this month. And of course, I will inform you later about this. And also I will save it on all my accounts in every social media. But today you can also paint with me if you don't understand Russia, but I think the language of art is international, so that's why I think you understand mostly my art language. And if you have any question in English, please write me and I try to answer, but of course I will speak Russian today. Thank you for your attention. I'm very appreciate. Друзья, так, читаю комментарии. Добрый день, хорошего эфира, Светлана, спасибо. Очень приятно всех видеть, да, всех очень. Всем привет, листаю. Так что... Я подумала, да, в конце месяца еще будет эфир на английском. В общем, как будто бы даже, вот знаете, энергия, она какая-то начала идти, может быть, мне это кажется, но по ощущениям, как будто бы, может быть, алгоритмы чуть-чуть поменялись здесь, потому что какое-то время нас не было видно совсем, и моя иностранная аудитория меня здесь вообще не видела, и даже и сейчас мне пишут комментарии, пишут: «О, вы вновь здесь!» А я такая: «Я никуда не уходила!» Вот, так что, ну, это так в целом, да. Расскажу вам сейчас про мое путешествие в Лиссабон. И, конечно, приглашаю вас присоединиться, потому что, мне кажется, вот за 5 лет, последних, за 6, даже больше, да, когда последний раз я была в Евросоюзе в 2019 году. Вот, поэтому те, кто живет как раз в Европе, это отличная возможность нам вместе порисовать, присоединиться. Можно присоединиться на 1 день, можно присоединиться на весь тур, на 2 дня. В общем, как вы хотите. Именно для этого, мне кажется, этот тур и был создан. Конечно же, те, кто живут в России, у кого есть Шенген, я вас тоже очень зову и приглашаю. Если еще можно даже сделать, успеть, потому что все равно раньше, чем за 5 месяцев не делают. Но вот сейчас 35-40 дней делают. Конечно, это дело непростое нынче, и я тоже потратила на это нервы и время, тем не менее, вот все получилось, и как бы, ну, в нашей реальности все можно в целом, да, вот, поэтому, если у вас есть большое желание посетить Португалию и порисовать вместе со мной, я вас очень жду, будет невероятно насыщенно, классно, это будет мое первое путешествие в Португалии, я там еще не была, и рисовать мы сегодня будем по референсу моего организатора Алисы. И, собственно, она ответит вам на все вопросы обязательно потом, если они будут. Вот, сейчас, да, мы думали сделать совместный эфир. Если надо будет сделать совместный эфир, друзья, тоже пишите, и мы с удовольствием все расскажем. С Алисой мы делали уже тоже туры и в Питере, в России, вот, и теперь такой классный португальский пленэр. Вот, поэтому с 14 по 19 сентября
Я вас приглашаю, это будет Лиссабон и побережье, у нас уже твердая компания, такая классная, осталось несколько мест, вот, то есть тур у нас будет, вот, ну, я надеюсь, да, у нас сейчас вообще сложно, конечно, все загадывать, но я думаю, что вы понимаете, но все, мы уже все с билетиками, мы уже все на низком старте, вот, поэтому если вы хотите присоединиться, сейчас самая классная возможность это сделать, в общем-то. И у нас этот тур, он в таком классном свободном формате, я его люблю для европейских городов, в формате, когда вы выбираете жилье самостоятельно для себя в том бюджете, в котором вам комфортно. То есть здесь именно идет оплата пленеров, работы, да, включенные в программу, мы сходим с вами и в музей, в общем, это будет все классно, сейчас все расскажу, покажу. И мне нравится вот именно в городах такой формат, потому что действительно для кого-то там бюджет это один отель, а для кого-то в бюджете там какой-то более... Все мы очень разные, и когда мы, да, и за счет этого можно сделать такую тоже как бы экономию, скажем так, вот, и каждый выбирает тот финансово возможный для себя вариант. Вот, присоединиться, потому что я, например, когда езжу в Европу или там вообще в другие страны, мне очень нравится снимать там что-нибудь на Airbnb или как бы какие-то, ну вот, квартирки, вот, и, но я знаю, что кто-то любит, например, чтобы был классный отель там со спа, вот, а я люблю какую-нибудь уютную там странненькую квартирку, чтобы почувствовать себя частью города, вот, и поэтому мне кажется, что в городах этот формат, вот он максимально удобный, потому что здесь нам не нужно ездить там совместно, у нас будет очень небольшое количество передвижений, можно будет посмотреть Лиссабон, вот, ну, то есть, естественно, мы поедем на мыс Рока, вот, и такие вот, ну, как бы у нас будут внутригородские приключения. То есть здесь у нас формат городского пейзажа, да, в основном мы будем рисовать, конечно, мы будем тоже рисовать немножко воду и природу, но если вы хотите прокачать архитектуру, город, да, то этот формат для вас, вот, потому что здесь, конечно же, это вот именно вот городская история, такая немножко европейская. Вот, именно и построение, и вот этот стафаж, вот эти вот все люди, машины, вот это вот все с натуры, классно, интересно. Вот, поэтому будем рисовать, пробовать. У меня все пленеры, они очень разные. И сравнивать невозможно, то есть это настолько разные, как разные продукты, разные цветы, вот, и все они прекрасны по-своему, но у всех есть своя определенная специфика, поэтому я и приглашаю вас, да, именно туда, на что ваше сердечко откликается, вот, поэтому здесь, мне кажется, все максимально, потому что мое, видите, оно такое немножко всеобъемлющее, вот, нет. Давайте так, как бы определенные какие-то пленеры я точно не хочу делать, там, из разряда ехать на лыжах и тоже рисовать, но, наверное, это не мой формат, вот, не мой формат приехать в одну точку на природе и никуда не ездить, тоже не мой формат, вот, ну, то есть, конечно, я люблю то, что вокруг нас находится, рисовать, и если это город, то здесь можно в одну точку, но вот природные пейзажи я, конечно, рисую меньше гораздо, вот, если только там нет воды, вот, воду, ну, мы с вами вот в прошлом эфире рисовали. Вот, поэтому, ну, это чтобы, да, как понимать, что я тоже не на все руки мастер, вот, и, конечно, еще у меня есть одна какая-то сумасшедшая идея на следующий год, вот, она связана именно с рисованием людей, ну, вот посмотрим. Но, как бы, вот в этом формате, мне кажется, так давно я так соскучилась, это будет мой такой 45-й тур за мою карьеру, вот, преподавательскую именно, и именно иностранный 45-й. Если считать количество пленеров в России, то еще это огромное количество, больше, наверное, 200. Вот, это я даже не считаю, это именно туры. Вот, так что присоединяйтесь, опыт у нас большой.
все будем очень творчески заряженные. Вот, в процессе, конечно, задавайте вопросы. Сейчас немножко покажу и начнем тоже мы с вами рисовать. Так. Переключаюсь. Потом еще поболтаем. Так. Вот у нас, ну это я тут как бы на афише, так скажем, да, надо было сделать. У нас получается нулевой день, это 13 сентября, и мы приезжаем, у нас такая бонусная локация на побережье у океана, то есть бонусная, потому что кто-то сможет приехать чуть раньше, кто-то приедет прям день в день пленэра, вот, будем гулять, знакомиться, общаться, замедляться, проведем классное время, пообщаемся, вот, так что это вот начало такой раскачки, просто хочется, чтобы был такой классный баланс между тем, что мы только гоним там рисовать, это я обожаю, вот, но тем не менее мы стараемся делать теперь, то есть я последние года какой-то один более расслабленный, свободный день, вы сейчас его увидите без непосредственного рисования, и вот такие вот дни в начале, в конце. Значит, у нас первый день мы будем, ну, конечно же, погружаться вот в атмосферу Лиссабона, да, попьем кофе, посмотрим и будем рисовать крыши. Вот этот вот вид на весь Лиссабон, посмотрим. Опять же, это минимальная, как всегда, программа. Буду смотреть по состоянию группы. Если все активно рисующие, практикующие, то, естественно, мы можем еще и какие-то зарисовки сделать. Будем это все, ну, в процессе, да, то есть это у нас программа минимум. Вот. Во второй день вообще набережная вот Тежу, и я прям вот хочется увидеть, потому что на самом деле, да, в Европе это вот уникальное место, где можно, собственно, рисовать, да, практически Сан-Франциско. Вот. И это при этом, да, вот Лиссабон, наверное, и Португалия, да, тем прекрасен, что вот в одном месте очень разнообразные пейзажи, и хочется все, конечно, нарисовать. То есть во второй день мы будем рисовать вот сюжет здесь. Третий день у нас, немножко они у меня тут, вот как раз он отдыхательный, то есть 2 дня мы с вами как бы рисуем активно, да, дальше у нас получается такое немножко погружение, мы пойдем в музей современного искусства. Будем погружаться, знакомиться с картинами, произведениями, посидим в парке, сделаем зарисовки, в общем, насладимся, да, целым таким днем. Далее у нас 4-й день, вот такой вот прекрасный монастырь, то есть тут прямо архитектурные элементы, вот, будем строить, смотреть, но при этом, да, это не посредине площади, где очень много людей, то есть архитектура, но в такой, знаете, я очень стараюсь сейчас размещать группу, если особенно это большая группа, да, так, чтобы было всем комфортно, потому что, конечно, я одна могу стать и посередине дороги, иногда самые классные места, они именно там, но вот мы ищем такие какие-то прогулочные, но при этом архитектурные моменты. День 5 у нас вот такой дворец. Я его прям увидела, думаю, нам туда надо. Вот, потому что там азулежу. Вот, и это будет интересный вызов, потому что я не всегда рисую что-то такое, мозаику какую-то, но очень хочется вообще это увидеть, познакомиться, посмотреть, как можно воплотить. И у нас тоже такое погружение именно в атмосферу, архитектуру, построение, уникальные здания. День 6 у нас уже завершающий. Мы поедем, конечно, на мыс Рока, фотографироваться, сниматься, будем писать общую работу, такую
коллективную на большом формате. Мне очень нравится этот формат в завершении тура, он объединяет очень группу. Вот. И у нас будет 6-й день вечер, мы поедем дегустировать португальские вина, вот, обсуждать работы. В общем, еще, да, у нас вот такая размеренная программа. Когда-то можно, то есть кто-то у нас едет с супругами, можно и вечером, естественно, свободное время, можно с компанией, можно с частью группы, можно уже отделиться и провести время самостоятельно. В общем, вот такой вот формат. Я вас с ним познакомила. Если будут возникать вопросы, обязательно пишите. Вот. И сейчас будем обсуждать, рисовать. Да. Как раз такой вот сюжет из Лиссабона. Сюжет очень классный. Не терпится на самом деле увидеть эту арку. Но я понимаю, что я говорила, да, что вот это вот самые классные сюжеты иногда посередине дороги, да? Ну вот, видите, вот эта точка съемки, она посередине дороги. То есть на пленэр мы конкретно в этом месте встать не сможем. Иногда важно сделать фотографию и, естественно, на натуре прокачать вот это видение, запомнить это место, сохранить эмоции. Я еще иногда рекомендую, да, какую-то музыку себе поставить, чтобы потом, когда вы эту музыку прослушаете еще раз, вы уже тоже погрузились снова в эти воспоминания, в это место прекрасное. И тогда, да, таким образом уже себя туда куда-то как-то погрузили, создали эту работу. Вот, но не всегда можно встать вот на таком кадре, поэтому мы делаем здесь фотографию и рисуем уже в студии. То есть всегда пленэр — это не только рисование на месте, знакомство с натурой, это еще и наработка фотографий, да, мы с вами будем смотреть какие-то фото, как лучше сделать ракурс, с какой стороны. Я всегда делюсь этими моментами, рассказываю, потому что хороший художник, он еще и очень неплохой фотограф, как минимум, потому что вот эту натуру надо снимать правильно для себя, эти сюжеты, для того, чтобы меньше потом трансформировать, меньше потом мучиться с этими фотографиями и видеть вообще, как любую не очень красивую фотку можно переделать. Очень круто, да, спасибо. Так. Угу. Так, сейчас я немножко переподключусь. Я забыла, как я зацепляла в прошлый раз, чтобы мне было удобно. И все видно. И вам тоже. Вот как-то так это было. Так, сейчас. Одну минутку. И мы с вами... Вот, супер. Продолжим. Такой наш сюжет. Так, Сейчас посмотрим, чтобы весь листик влезал. Так, в целом, да, весь лист у нас влезает. Влезают еще мои модные штанишки. Вот, но лето, жарко, поэтому не в джинсиках, вот, а в цветном. Так скажем, неформальная обстановочка. Как все. Вот. Ну что ж. Вот я ее, смотрите, перевела в черно-белый. То есть, конечно, я сегодня не буду очень-очень много теоретической информации давать. Конечно, часть информации я дам, и я ее рассказываю всегда в процессе, потому что это важно. Но если вы хотите, да, куда-то больше углубиться в теорию, у меня есть для этого курсы в моей школе Art Custavo School. Там курс по городской архитектуре, свет и тень, ночной город, также небоскребы, вокзалы и мосты. Очень много именно архитектурных курсов, можно в них погрузиться. Но они все не работают, если вы не пишете с натуры, не выходите. Простите, сейчас я перезакрепляю, чтобы у нас ничего не болталось. Вот, поэтому это все работает только в купе, да, то есть не одно само по себе. Да что ж такое-то? Тяжелый телефончик. Вот, поэтому... О, супер, ты bien.
Поэтому хорошо, когда мы и то делаем, да, то есть работаем и с натуры летом, например, и уже в студии пишем зимой. Поэтому пока пленэрный сезон, этим занимаемся. Значит, поверьте, когда будет зима, то мы будем заниматься вот наработкой навыков на том, что есть, потому что пленэрный сезон заканчивается, и я тоже сажусь в студии, пишу картины, все, да, но это абсолютно нормальная, у художника очень сезонная работа. Как только начинается пленэрный сезон с апреля, с марта где-то, да, по октябрь, то идет наработка натуры. Так, расскажу вам про краски и бумагу еще раз. Это Баохонг S8. Вот так он на просвет Баохонг. Вот такая у него фактура. С другой стороны он практически гладкий. Это, ну, читается вот впрямую. То есть именно вот эта бумага, она больше всего похожа на арш для меня. Вот, так как сейчас у нас ничего нету нормального. Вот. Это самый идеальный вариант. По кисточкам. Значит, флейц, коза, такая, да, у нас. Потом плоская, может быть, я буду использовать это микс синтетики, это микс белки или колонок, ну вот какая-то плоская. Потом у меня это Air, это мои кисти колонковые, сейчас их нет в продаже, появятся осенью. Момент есть в продаже, это моя рабочая, ей буду основную работу писать всю. И плоская синтетика, значит, для протиров, если понадобится, веерная, если там капнули, что-то надо разогнать, в общем, веерная кисточка. По цветам. Мои цвета, тут вообще все скучно. Значит, желтая охра, да, вот так показываю близко. Пигмент 42-43, вот она у меня здесь, да. Выкраска так же, как они у меня расположены на палитре. К сожалению, вам палитру не будет видно, что-то я буду озвучивать, но в целом вот очень мало цветов. Вы можете любой желтый использовать, какой вам нравится, да. Сиена жженая, то есть какой-то оранжевый, вообще можно кобальт в синем и кадмий оранжевый здесь. Они будут давать классный серый, для этой работы идеально. То есть какая-нибудь неаполитанская желтая, кобальт и кадмий оранжевый. Классная работа получится. Я использую просто свои те цвета, я уже ничего не меняю. Потому что, потому что я уже стар для всяких изменений. Не, ну на самом деле я шучу, потому что мне кажется, что привычка здесь в данном случае, она и как раз и есть признак опыта, качества и гарантированного результата. А если я буду в процессе на что-то новое менять, с чем я не работаю, то это будут нервы, а стресс дополнительный уже как бы не нужен, и зачем это все. Значит, аметист у меня Дэниел Смит. Можно от гаммы, но вот сейчас вроде нет в продаже. Ну, говорят, еще вроде осталось, но, в общем, надо искать. Horizon Blue у меня от Midgella, да, какой-то такой бирюзовый, лавандовая, Невская палитра, любой другой, собственно, производитель. Серая пейна. Ну, тут все просто. Также, ну, синий нам, не знаю, понадобится, не понадобится. У меня это от шминки Индиго, но в целом можно взять какой-то более яркий синий. Lunar Blue вот здесь. Это у меня либо индантреновый, да, либо прусская голубая. И оливковая, olive green. Sorry, little bit not so clear. Так, оливковая. Нечистая, да, у нас. Окей. Yellow ochre, burnt sienna, amethyst from Daniel Smith, horizon blue, lavender, okay. Gray paints, indigo from Schminke, olive green, lunar blue from Daniel Smith. That's all. That's all my palette, and I don't change anything. Yeah, for a long time, I think I paint these paints for 7-8 years.
Вот, собственно, вот, этим мы будем сегодня заниматься. Так что рисую я это 38 на 56, это большой формат. Мы для начала, да, выберем линию горизонта. Тут надо, конечно, решить, что у нас будет: много асфальта отражения или у нас будет больше верха, да. У нас такая с вами сейчас как будто бы линия горизонта, она где-то посередине, да, то есть непонятно, верх или низ. Можно сделать низ и сделать отражение, можно сделать акцент на этой арке. Я, наверное... Сейчас. Вот каждый раз в процессе думаю сначала одно, а потом у меня вдохновение какое-то наступает, да, и такой думаю, ну, такая, да, а может быть по-другому сделать. Собственно, тоже, да. В данном случае, если мы, например, лучше всего, да, как я уже сказала, выбирать линию горизонта около трети. Но можно вот в таком случае, когда ничего внизу не происходит, у вас растекание, например, выбрать ближе к середине, да, немножко у нас все равно наверху большая часть останется, но здесь у нас будет вот этот вот эффект, то есть чуть-чуть, да, она как бы не совсем в трети. Вот, посмотрим, можно разместить, если вам покажется что-то. Арка размещается фронтально, практически никаких точек схода здесь не будет. Давайте немножко вот этот момент прям посмотрим быстренько. Лучше всего, да, заниматься, конечно, построениями и взять, например, либо референс распечатать, либо вот так вот его померить. Я еще рекомендую всегда градус смотреть, потому что потом, когда мы ходим, и у нас начинается, здесь у нас 51, а там 20, и иногда разница прям очень большая. Ну, вот точку схода можно найти здесь приблизительно, она посередине листа. Сейчас я проведу от нескольких зданий, и, скорее всего, будет все сходиться в одной точке схода, да, приблизительно, потому что вот... Линия горизонта – это такая линия, она имеет свою погрешность. Я хочу, чтобы вы это понимали, что когда мы проводим тонкую линию, это не всегда значит, что вот именно здесь, именно на 2 сантиметра выше у нас будет линия горизонта, чем головы людей. Нет. Это не геометрия такая, потому что здесь у нас может быть неровная крыша, мы чуть-чуть 1 градус поставили ни туда, ни сюда. То есть это диапазон, вот это какая-то толщина. И поэтому мы можем ориентироваться, и действительно точка схода у нас здесь за памятником, и головы людей у нас на одной линии. Все абсолютно так, потому что идем мы с ними вместе по дороге и видим... Да, что приблизительно средняя история, вот здесь хорошо будет видно, сейчас потоньше возьму, что вот он, человек стоит, да, парень здесь вблизи, он такой достаточно большой, и вот там у нас парочка идет вот здесь. Это основной навык, который очень нужен. И вот там люди вдалеке. Естественно, есть люди чуть выше, есть люди чуть ниже. Дети будут ниже. Но в целом вот эта вот линия, она там, она вся на, да, все люди у нас на линии горизонта, вне зависимости от роста, когда мы вместе с ними идем по дороге. Естественно, если там у нас какое-то возвышение или спуск, то этот момент немножко меняется. Но с такого ракурса лучше всего будет нам рисовать, да, какой-то человек чуть ниже, но чуть ниже, чуть выше не меняет общей истории. То есть если мы хотим нарисовать толпу, у меня есть бесплатный урок, 4-й сезон невредных советов на Ютубе, в ВК и в моей школе, абсолютно бесплатно лежит, там огромное количество лекций. И как раз вот как рисовать весь фонари, лавочки, людей, машины в городском пейзаже. Вот. И мы рисуем с вами, да, какие-то головы разного размера. И, например, все их нанизываем как будто бы на вот эту вот линию, да, такой лайфхак. И потом начинаем, например, с большой головы. И тогда мы рисуем, например, человека, и он идет спереди. Вот, например, он уже сюда выходит, потому что голова 1/8 от тела. Дальше мы берем следующую по размеру голову.
и рисуем человека, следующую. Таким образом у нас получается толпа. То есть вне зависимости от того, если человек прямо рядом с нами идет, вот он будет здесь рядом, он будет здесь находиться, вот какой-то у него там кардиганчик, причесон, и он будет здесь идти. Но голова его точно так же на одной линии со всеми ребятами. Вот, поэтому это важный момент, и здесь же у нас точка схода с вами. Ура, я с вами из поезда, Наташа, привет, очень приятно видеть. Так. Всех, Марина, друзья, очень приятно, кого-то знаю лично, давно, кого-то нет, но присоединяйтесь, будем еще больше знакомы. Okay. The short explanation, I try to show you about the horizontal line, and that's all ahead of the people. There are on the one line. If we are going on the street, or on the street with these people, at the same time, if some people we can see on the distance and they are really short, their heads are on this line. And if we see someone who are near us, also his head will be here. It's really easy to understand how to stuff all people inside your picture with a good linear perspective. So, так. Я это убираю, чтобы мне не мешало. Так, и сейчас уже буду строить. Сильно, я говорю, построением я здесь заниматься не буду, но первое, что нужно сделать, нужно обязательно провести горизонтальную линию, выбрать линию горизонта. Вот именно там будет все остальное у вас. Анастасия, добрый день. Вы с вами на Фабриано 2025 познакомились. Привет из Казахстана. Галина, я, к сожалению, не была на Фабриано 2025. Возможно, вы меня с кем-то путаете. Вот, но огромный привет Казахстану. Вот, я не смогла поехать и была последний раз на Фабриано в 2019 году. Вот. Так что... Так, приблизительно здесь. Вообще я выбираю сначала эту линию горизонта, а потом могу чуть-чуть, посмотреть, а как у меня что получается, какой у меня наклон, размер арки, большая, маленькая, здесь какие-то растекания. Ну, давайте на самом деле, прям нарисуем по-серьезному, да. Можно. Да, вот так. Потому что здесь очень классный вот этот момент посередине, контрастный, такой. И где-то здесь у нас линия горизонта, и от нее уже у нас все остальные здания или что-то там такое. Окей, в целом, да, я согласна. Здесь у нас еще небольшое отражение улица, какие-то растекания, люди... Пешеходный переход, мы подумаем с вами, вообще надо ли его писать. И в целом можем прорисовывать. Я прямо центральную оставлю здесь композицию. Тот редкий момент, потому что у нас вот здесь отражение, и все это, конечно, по центру. Это арки, это симметричные вот такие объекты, их можно оставлять посередине. Но в целом, если вы что-то подобное рисуете, можно и сместиться, потому что здесь, видите, свет слева направо падает, и здесь тоже фокусная точка. То есть, если вы, например, меньше возьмете левую часть и больше возьмете правую, то тоже будет окей. Мы с вами сделаем по-другому, сделаем более теплую правую, куда падает солнце, и более холодную левую, куда оно не падает. Так, построением, как я уже сказала, мы в этом эфире сильно заниматься не будем. Я основные моменты рассказала, поэтому сейчас мы только с вами наслаждаемся акварелью. Так, какой-то там памятник.
И он маленький, но за счет того, что там такой тональный контраст, в общем-то, он будет очень сильно виден. Очень классно будет со всеми вместе здесь работать. Можно даже немножко его, ну, в целом посередине, окей. Ставим так. Так. Здесь у нас такая точка схода, да, если хочется, можно себе сделать опорные линии, они вам потом будут помогать, да, самый простой вариант, не накосячить с перспективы, это вот такие линии построить, потому что все выходит солнышком из одной точки. Соответственно, если вы будете здесь угол наклона рисовать, естественно, это будет что-то среднее между этой линией и этой, да, то есть не так. Не вот так, не так, не так, а вот как бы отсюда выходящее. Это вам очень сильно поможет. Так, здесь у нас, да, вот этот вот свет, который тоже туда пойдет, на эту сторону немножко. Давайте я так все-таки сделаю чуть-чуть не в центре. Практически это внизу. Да, пам-пам-пам. Если вам легче, берите линейку для построения. Ничего страшного в этом нет. Hello, Andrea, nice to see you. Комментарии сейчас вернуть невозможно. Оля, привет. Потому что как раз я буду... Hello. Потому что я их читаю, вы потом можете на записи это сделать. Так. Угу. Если что-то кажется, да, может быть, я взяла высоковато, потому что тогда у нас вот еще вот эта зона, еще это, и мы никуда не уйдем, можно всегда стереть, ничего страшного нету. Я все время это показываю, потому что привыкают, что вот художники, вот они все прямо идеально знают все сразу это. Нет, не всегда, не бойтесь стирать, это нормально, с вами все в порядке. Вот, просто лучший ластик, новый ластик. Вот когда мне говорят, я боюсь стирать, что-то получается, и я замусоливаю бумагу. Да, потому что вы достаете ластик, которому 30 лет, или даже если ему год, он уже, резина портится. Сейчас из дешевой очень резины делают. И поэтому, извините, этим нельзя стирать. Оно сотрет с мясом все. Поэтому, пожалуйста, как бы лучше берите свежую. Свежий ластик вам очень сильно поможет в этом вопросе. Hi, Anna. Yeah. We will meet, I hope. I will write you soon. We will meet in Lisbon, in Portugal, in September. So, yeah, and today I'm painting this view from Lisbon. And, yeah, I hope it will be nice time. Okay. Так. Здесь чуть-чуть, да, я чуть-чуть даже побольше сделала. Мы можем его еще, конечно, даже подуменьшить. Такая вот. И у нас на правой стороне еще будет свет. Такой вот. Вдалеке. Угу. I love you, Russian. Thank you so much. It's a little bit similar, like I think a little bit similar to Portuguese with the sound, but I don't know. Yeah.
Да, русский, он немножко такой наш. Так. И здесь, да, вот здесь расстояние шире, чем вот тут. На это обращаю ваше внимание. Такой эллипс. Я смотрю, да, на эти элементы справа и слева от арки, они повторяются. Собственно, можно немножко я здесь сдвину, у нас точка будет здесь. И вот эти выступающие элементы, это самое важное, потому что именно вот эти все выступающие формы и создают разнообразие. Да, высшая точка у нас где-то по центру арки, я немножко сейчас ее тут сместила, потом верну, исправлю. То есть не стараемся сглаживать, а вот видим там вот эти все выступы, вот это вот, блин, все рисуем. Это и дает нам разнообразие. Мы сначала это все превращаем в какие-то кубики, потом думаем, что мы из кубиков что-то сделаем объемное, но да, потом забываем, и все, и все. Так, здесь у нас классный элемент, там светлый, темный. Я отделяю вот эту границу, тоже границу светотени. Она здесь будет у нас, можно даже чуть-чуть пошире, чем на оригинальном, потому что just want to know how to use watercolor as the paper felt dry during coloring. If the paper dry, I try to wait some minutes. It's need to dry at all, and I repeat their whole process. If I stop on the point when the paper was a little bit drying, then I try to little bit wet. Yeah, I try to wet it on the both side and wait. And then repeat proper. And after that, I start to do the same point which I was stopped. So you need to repeat the process every time. If you use 100% cotton, it doesn't matter how much you wet this paper. How you can make it 5, 10, 20 times what you want. So it's usually I try to use only one wetting layer. But if you haven't the time, if you speed not so much, you can wet it such more time like you want. So yeah. Так, здесь у нас, давайте тоже такой свет. Вот эти вот опоры, да, справа и слева, они на одной и той же величине находятся. И куда-то вот сюда, да, я приблизительно ухожу. То есть у меня здесь чуть-чуть побольше, ну вот чуть-чуть. Так, центр у меня здесь. Ну, собственно, да, здесь остальное не сильно-то и важно. Мне важно отделить светотень, светлый элемент от теневой зоны. А все остальное это уже, так, как говорится. Так. Здесь у нас тоже, да, светотень. Okay, thank you. You're welcome. Yeah, I will make English speaking live stream at the end of the month. And you can ask me about some moments if you want. Yeah, but maybe I will speak more and explain more than today. Так. И здесь, да, у нас какие-то элементы. Все я там не прорисую, да и не надо. Я имитирую
что у нас тут что-то есть, какие-то часы. Самое главное, что, друзья, если мы вот это все будем прорисовывать и заниматься деталями, это не будет рисование вообще. Потому что на самом деле мы как бы рисуем тонально. И тонально, если мы видим, то у нас все, да, темное, светлое, светлое, темное. При этом вот этот желтый, он здесь достаточно темный. Вот он желтый, но он даже темнее, чем может быть вот здесь голубой, да, там. Смотрите, какой он активный. Вот на это стоит обращать внимание. Обязательно переводите в черно-белый, иначе будете заниматься не тем, что нужно для художника. Художник рисует пятна, а не детали. Детали убивают, наоборот, все рисование. Они хороши в конце. То есть грамотно выстроенные детали, но в начале нам надо видеть с вами общо, обращать внимание на общие формы, и не увлекаться вот этим вот ненужным. Так. Безусловно, каждый может со мной поспорить вот в этот счет, ну, на этот счет, да, но я вот все-таки уже 10 лет занимаюсь рисованием, преподаванием, и как-то очень много студентов получили классную практику, поэтому все-таки обобщать наше все. Вот, видите, где у меня арка. Небо-то мне особо здесь не надо, согласитесь. Вот. Поэтому я им сильно не занимаюсь. Если вам нужно больше времени для построения, конечно же, вы можете в записи посмотреть, а сегодня просто со мной поболтать, задать мне вопросы. И как раз посвятить это время, я вообще всегда думаю, вот живые эфиры, они на то и есть даже для того, чтобы нам как раз пообщаться. Потому что, ну, запись-то вы посмотрите как бы и без меня. Можно чуть-чуть, я, видите, преуменьшила, чуть-чуть сейчас я вернусь и увеличу, да, этот момент. Все-таки вверху у нас там ничего не происходит, можно и покрупнее нарисовать, ничего страшного, да. И, может быть, даже чуть-чуть пошире. Конечно, мне хочется поменьше рисовать, но будем. Видите, тру, ничего не происходит страшного, да, никто не умер. У нас, знаете, очень много... Часто я так сейчас порассуждаю, пофилософствую, конечно, очень много вот этого. А это вот можно, а вот это вот нельзя, а это вот так, а здесь, а как вы вот это делаете и так далее. Я говорю, ну, начните просто с того, что начните рисовать. И в процессе у вас будет уже понимание, да, что, может быть, вот это не надо, то есть вы на своем опыте. А пока вы пытаетесь это в теории все решить и подготовиться очень сильно, как бы до практики иногда вообще процесс не доходит, вот, или уже доходит, но совершенно не на том уровне желания, там, вдохновения, состояния, который был в начале. Поэтому практика в рисовании – это самое важное. Теорию, конечно, классно подтягивать, нужно, да, заниматься, но когда я вижу, что мы все только головой решаем и бесконечно учимся, или там, а как правильно, и вот в этих правилах вы там настолько себе эту свободу убиваете, художник это все-таки про свободу. Вот, и все, и тогда уже вообще ничего не интересно, ничего не хочется, и ну, картины неживые получаются, да. Вот, поэтому... Рисуйте больше, да, меньше. А какие-то моменты теоретические, они у вас вопросами возникнут в процессе, когда, потому что сколько бы вы книг не прочитали, пока у вас этого вопроса внутри нету, то они все равно у вас не закрепятся. Закрепляется информация только, когда у вас есть уже свой вопрос с этим связанный. Давайте немножко мы тут развернем. Так. Угу.
То чувство, когда практика есть, но что-то скилл не растет, знаний не хватает, видимо. Тут надо смотреть. Я скажу так, что, естественно, это, знаете, как говорят, вот надо развивать насмотренность. Но насмотренность можно тоже по-разному развивать. Можно смотреть на всякое плохое. И насмотренность, да, будет развиваться. То есть качество насмотренности, то есть просто практиковаться без понимания, без осознания, что ты делаешь, бесполезно. Конечно, оно ни к чему не приведет. Но у меня вот специально для этого есть огромное количество бесплатной информации, сезоны. Мне просто, вот, например, взяли людей, да, вот вам надо оттренировать людей, но вы не тренируете одного-двух человек, вы прочитали теорию, вы посмотрели, взяли какой-то блокнот и тренируете 100-200 людей, пока у вас не будет получаться. Но обычно на это не хватает терпения, да, вот, поэтому надо в параллели вести практику и отрабатывать навыки. Я называю на своих курсах это все противный блокнот, потому что все очень не любят отрабатывать. Вот назовите его противный блокнот и отрабатывайте. Значит, 20 страниц людей вот там. 20 страниц машин, потому что тут недавно даже, вот я веду клуб «Старт», и там мне начали писать: ой, а я вот смотрела все, Анастасия, все ваши вот сезоны, смотреть мало, надо делать. И только человек первый раз начал делать, говорит, оказывается, делать надо. И да, это удивительно, что я раскрываю эту тайну по поводу делать людям 40+, да, как бы. Поэтому, конечно же, надо делать, друзья, это первое. Но, знаете, я это называю зоны роста. Вот вы знаете, что у вас вот не получается какая-то конкретная штука? Вот вы же всегда знаете, что. Вот поставьте это себе. Это не значит, что вы только должны заниматься, практиковать эту вещь. Нет. Не надо. Но она у вас должна быть как вектор зоны роста. То есть вы сделали какую-то работу для удовольствия, вы порисовали, вы просто не напрягаясь там что-то сделали, вот у вас какие-то вещи получились, а какая-то не получилась. Вы такие, ага, людей я рисовать не могу, или машины я не могу рисовать, либо линейная перспектива у меня страдает. Это не значит, что я теперь потрачу все свои 100% времени, буду стягать себя розгами и заниматься линейной перспективой. Потому что у нас почему-то такое постсоветское пространство, все любят крайности. Либо, мы это, либо вообще ничего. Либо я гений, либо я, простите, там, да, какие-нибудь нехорошие слова. То есть, нет, окей, я знаю, что я продолжу рисовать для своего удовольствия, но я понимаю, что вот эта зона, мне нужно с ней расти, заниматься. И параллельно чуть-чуть занимаюсь, там поставил себе, там, допустим, линейную перспективу изучать там вот в этом вот своем блокноте. Это отдельные практики. Понимаете, это как, ну вот вы хотите классно на лыжах там кататься, например, не знаю, гипотетически. Но для того, чтобы кататься на лыжах, надо поддерживать физическую форму. И когда вы катаетесь на лыжах, это одно, но одни лыжи не поддерживают вашу физическую форму. Вы понимаете, что вам надо, например, там то подкачать, вес может чуть-чуть сбросить, еще что-то, и вы этим занимаетесь отдельно в спортзале и так далее. Даже фигуристы отрабатывают свои какие-то приемы не только на льду, а в спортивном зале. Вот это и есть. То есть вы разделяете эти две практики. Ну вот, мне кажется, абсолютно настолько примитивно очевидно вещь. Но если вы вдруг еще это не делаете, пожалуйста, да, задумайтесь. Может быть, стоит как раз поделать, попрактиковать для себя вот этот вот момент разделения и позаниматься именно не теряя удовольствия, не насилуя себя, что вот я такой бездарность там, и у меня ничего не получается, или сейчас я как сяду и буду только заниматься. Нет, в удовольствие, в кайф. Делать работы, видеть, отмечать те зоны, с которыми еще там надо позаниматься, и заниматься ими отдельно. Вот у нас здесь с вами свет падает. Угу. Да, посоветовали ваши видео обучающие как раз. Отлично. У меня более 100 бесплатных уроков. Только занимайтесь. 5 сезонов. 5 сезонов бесплатных уроков для начинающих. Более 100 видео. Каждое по 4 там, часа.
огромное количество. Только делайте. Вот. У меня, как я уже сказала, моя школа и мои платные курсы – это для тех, кто хочет уже там, да, дополнительно, во-первых, мою обратную связь получать, заниматься, у кого есть более там сложные вопросы, да, я преподаю много. Все, что я знаю для начинающих, я уже выгрузила и всех туда направляю, потому что это прямо, ну, как бы надо просто делать, отрабатывать. Вот взяли один урок и не просто посмотрели, потому что, знаете, как я говорю, вот это вот, да я, Анастасия, я смотрю ваши уроки, да я все уроки ваши видел. Вот, видеть мало, иначе бы у нас все медики супер рисовали, потому что они знают анатомию. То есть единственное, что вам поможет к классной теории, там, к хорошей поданной теории, к понятной теории, ваша практика. Если вы не практикуетесь, это все ерунда, она вся останется со мной. Это как бы никак не поможет. То есть просто прослушать абсолютно бессмысленная вещь. Здесь две колонны. Вот, поэтому, если это вот вам действительно интересно, и я занимаюсь именно развитиями художника, да, не просто мы рисуем для кайфа, я стараюсь этот баланс сохранять, вот, чтобы у нас еще и удовлетворение какое-то было. Но никто не сможет это сделать за вас. Тоже такое. Хотя часто встречаю: Анастасия, я думала, вот вы не такая, вы меня научите. Я говорю: а сколько ты занимаешься дома сама? Да вот не занимаюсь, только на ваших уроках. Я говорю: ну, к сожалению, тогда это не работает. Не работает. Без вашего включения, без ваших усилий никакой вообще даже там классный преподаватель, лучший преподаватель, сколько бы вы денег не отдавали, если вы сами не делаете, это не будет работать. Поэтому, ну, я на всякий случай, потому что встречаю очень часто эти моменты. Так, мы здесь с вами людишек нарисуем, тоже вот и головы будут ближе к линии горизонта, вот таких там идущих, стоящих, потому что у нас с вами, да, в этой части свет, в этой части тоже. То есть хочется немножко разбить эту симметричность. Вот. Такой вот стаффаж. Стоит тут человек, вот они, может быть, вдвоем, о чем-то беседуют. Сейчас мы посмотрим, да. А здесь у нас все это тени. Да. Где-то в какой-то момент заканчивается асфальт, но мы здесь подумаем, рисовать нам. Я люблю, чтобы немножко или нет, наши чуть-чуть наклончика можем дать. Тоже посмотреть. Скорее всего, да, скорее всего, наоборот, в другую сторону лучше сделать. Он может быть в любую, потому что здесь может развернут быть пешеходный переход. Ну, мы вот... Конечно, сегодня мы тут помучаемся с вами больше, чем в предыдущем эфире с водой, но зато будет красиво и интересно. Так. В последнее время как будто больше работаю на результат, а удовольствие не особо есть. Ну, с этим психологически надо работать. У меня есть курс «Творческая смелость», я там вообще разбираю все страхи, вот эти вот все, мы про балансы говорим с психологической точки зрения. Вообще, как это все... Так, вот здесь чуть-чуть я не туда, можно пошире сделать. Потому что вот низ-то у меня здесь, а тут я почему-то взяла и тогда и тут придется чуть-чуть расширить. Но лучше это определить сразу. То есть мы в конце с вами смотрим, а вообще я все правильно сделал? Вот, тогда, да, и все, у нас верх соответствует низу. Смотрите, мы очень любим себя, я, как уже сказала, загонять в крайности. То есть либо мы кайфуем, тогда мы ничему не учимся, и мы просто такие, ну ладно, нарисовала и уже молодец. Либо мы почему-то себя, результат надо, это быстрее, выше, сильнее. Друзья, ничего в долгую не получится, если вы свой личный баланс не будете там находить. Потому что это просто будет какая-то полная фигня.
Потому что мы как бы для себя, знаете, это такой критикующий родитель у нас внутри, который все время такой: а недостаточно, почему ты на 5 могла, почему-то ты мне 4 из школы принесла, да? Если это про вас, то вы сейчас это делаете сами с собой в процессе вашей жизни. Но вы можете это изменить, вы можете сказать: дорогая, я тебя обнимаю внутри себя, да, я знаю, что ты сейчас делаешь, стараешься ровно так, как изменить. В ваших руках изменить это отношение к себе и сделать по-другому свою жизнь, так, сейчас, и свое рисование. В кайф. С балансом, давайте так. Опа. Все посмотрели мой вид из окна. Так. У меня, извините, сейчас мне надо поставить зарядочку, а то у меня все... Почему-то все у меня шнур йог. Сейчас. Так, сейчас я вернусь. Мне нужно переподключиться, иначе у нас эфир с вами закончится раньше, чем я хотела. Так. Все, супер. Фу. Сломался кабель. Не заряжает. Мы садимся. Так. Вот так вот. Угу. Без кайфа и удовольствия тоже рост будет сложно идти. Да, конечно. Баланс наш. Угу. Nice to see you, guys. Хороший рисунок, но если смотреть на молекулярном уровне, то недостаточно. Да, ну, надо чуть-чуть... Как я в свое время... В целом, перфекционизм – это скрытая агрессия к себе. То есть это такая скрытая ненависть к себе, и поэтому мы очень сильно перфекционируем. Мне вот, знаете, в свое время очень помогло, и я это говорила тут на демонстрации, что надо делать на 80% от того, что ты можешь. Другим это может казаться все 150, но я никогда не делаю больше, чем на 80%. По крайней мере, последние года, иначе бы я выгорала бесконечно. То есть 80% от моего потенциала. Почему? Мне в свое время там был разговор у меня с французскими легионерами, и они показывали, как они как морскими котиками бегут, делают какие-то сложные вещи. Я говорю: как вы это вообще вывозили? Как вы это все делаете? А мне сказали, говорит, ну мы просто делали на 70%, там даже не 80 было, 70. Я говорю: а почему так? Ну потому что если тебя попросят сделать это еще раз, ты сдохнешь. Поэтому, чтобы... как бы не умереть, ты не показываешь все свои возможности сразу. Поэтому вот этот вот излишний перфекционизм не помогает работать в долгую. Он лишь вашу всю энергию и силы съедает. И сейчас такое время, что одна классная работа, которую вы рисовали там 20 лет, мы не можем себе такого позволить. Лучше работать на 80%, но нарисовать 10 работ, и этим самым получить практику, чем вымучивать, там, перфекционализировать, самокопаться, потратить, 2 года, нарисовать эту работу, а уже поезд ушел, она уже никому не будет нужна. И практики будет гораздо меньше, потому что практика рождается из ошибок. Из ошибок. Я здесь даже не про выгорание вообще в целом говорила, да, то есть не совсем это. Так.
То есть можно и не выгорать, можно постоянно быть на вот этом вот моде на крайности, но зато я как бы perfect. Но этот perfect, это на самом деле очень относительно. И гораздо важнее это получать удовольствие от жизни. А ваш этот перфекционизм, к сожалению, никто оценить не сможет. Вот. Поэтому тут во всем нужен баланс. Я не говорю, что надо наплевать и делать как бы спустя рукава. И тоже, и так нету. Но насиловать себя надо прекращать. Про любовь. Из любви, из ресурса какого-то. Хотя эти слова уже тут все из ресурса, из потока, конечно, опошлили. Но я думаю, что понятно, о чем речь. То есть одно дело, понимаете, когда мы даже вот помогаем другим людям из того, что мы можем. У нас есть сейчас возможность, силы, желание. А когда мы помогаем из последних сил, то потом обижаемся, что другие там какие-то неблагодарные, там, например. Ну, да? Вот. И совсем другое собственное ощущение, совсем другое мироощущение. Ну так вот, надо помогать не потому, что это последние силы, и ты хочешь быть хорошим в других глазах. Да, я сама это когда-то делала. А сейчас я, так как я это проходила, могу говорить об этом совершенно свободно. Стараюсь помогать, когда как раз у меня есть ресурсы. Первое, что я делаю, это надеваю маску на себя, как говорится, а потом на ребенка. Поэтому сначала занимаюсь своим состоянием, и вот мы поэтому с вами выходим в эфир. Очень готовлюсь ко всем пленерам, чтобы отдавать энергию, чтобы было группе классно тоже. Но для этого мне нужно отдохнуть. Вот. Так что... А когда это на последнем издыхании, то и удовольствия никакого нет. Ни у самого человека, ни у кого вокруг. Так что здесь, как ни странно, наша забота о себе, наше самосохранение помогает и другим окружающим. Вот такой парадокс. Так. Все, неба у нас тут практически нет, у нас очень много нижней части, и кажется, что здесь пусто, и надо было бы, наверное, много нарисовать неба, но на самом деле здесь будут растекания, какая-то ваша подпись, и все у нас композиционно выстроится хорошо. Ну, а если вдруг не выстроится, то это тоже будет опыт, благодаря которому вы будете знать, что так, например, делать не надо. Потому что пытаться все время просчитать все ходы, парадокс заключается в том, что вы пытаетесь сначала кучу энергии и сил просчитать все ходы, как правильно сделать или там все, а потом, как делаете первый шаг, все эти ходы меняются, и надо заново просчитывать. Ну, так вот можно сойти с ума. Вот, поэтому иногда надо просто делать и анализировать уже после. Делаем в удовольствие, анализируем после, смотрим. Давайте так и сделаем. Хорошие советы про 80-90% самоотдачи. Конечно, я на практике знаю, что это такое, и особенно потому, что учили нас совершенно не так. Учили нас отдаваться всем без остатка. А потом с чем мы после 30 сталкиваемся? С выгораниями, с депрессиями, с зависимостью, с перееданием, самонаказание, всякие неудовольства собой, потому что ты настолько измотан, что ты вроде все для всего сделал, а ты ты без сил. Потому что ты всем помог, все нарисовал, тут это, еще и дома все постирал, еще и рисование сделал, и все равно еще, и, конечно, какое удовольствие в этом вообще. Кайф от жизни никакого. Потому что дальше еще самогнобление, что результат получился не такой, как ты хотел. А почему он получился такой-то? Потому что загнанных лошадей пристреливают, друзья мои. Они пытаются из них еще что-то достать. Конечно, он не получился. Хороший результат получится только когда у нас хорошее состояние, и мы в силах. А когда нет сил, то все. Карандаш обычный. Карандаш у меня обычный 2B. Но механический, под акварель должен быть механический карандаш. Потому что если вы привыкли, особенно академисты, всегда, когда у меня после вузов приходят заниматься, и с этим карандашом удлиненным и штрихуют. Я говорю, так, давай разделим. Графическая работа
Если под масло вот этот, наоборот, жирный уголь, это классно, то под акварель нет, друзья, здесь легче карандаш, не должны быть жирные линии, только там, да, мы отделяем, где свет от тени, на световых участках минимум, и это уже такие просто опорные, потому что, по сути, я сейчас вот всю свою китайскую серию и основные свои работы личные я рисую без карандаша, потому что карандаш, он остается, он дает вот эту грязь, если вы сталкивались с тем, что у вас почему-то все серое тоже, обратите внимание и на карандаш, не замучиваете ли вы бесконечными карандашными линиями друг по другу, вот это вот все. Так. Здесь смотрю, чтобы не было пупырей вот этих вот внизу. Так, ага, читаю, да-да, а потом будет и такая замечательная, но если бы ты была не моя, тогда вау. Не знаю, о чем вы конкретно сейчас, но я думаю, что да, любые вообще, любой бег за каким-то идеалом, это, как говорится, не удовольствие. И вообще, в соответствии чьим-то ожиданиям в этом, в конце концов, вы живете для себя. Самое главное, чтобы нравилось вам, а не голосу в вашей голове родителей. Уже после 30, как говорится, всем спасибо, все свободны. Вот. Спасибо то, что вы мне дали. Сейчас я уже сам себе родитель выбираю сам. Так, начинаем мы небо с вами рисовать. Оно такое у нас голубоватое. Можно выбрать тот голубой цвет, который вам нравится. Кобальт-то кобальт. Главное, чтобы он был везде. Ага, именно. Вот. Главное, чтобы он был везде. И я немножко забываю вообще про наше здание. Да, вот как бы вот рисую вот все поперек. Поперек. Назло, так скажем. Да, будем учиться. Вот карандашный рисунок – это то, что нам дали родители. Да? А вот это наш подростковый возраст. Вот, все. Теперь взяли и ляпаем все насквозь. Вот вообще поперек, назло, как говорится. Вот это вот все, не слушаем никого. Все равно, все, что вам заложили хорошего, оно останется, оно будет видно даже после вот этой первой заливки. Мне очень нравится эта аллегория. Я ее, собственно, во время своего рисования вот уже как бы она родилась, так и остается. Значит, здесь. А потом мы с вами будем уже структурно создавать, как говорится, из всех этих пятен взрослого человека, взрослую нашу финальную классную работу. Так. И продолжаю. Да, мне надо дать краску, но небо мне важнее ваших этих правил. Идем. Дальше у меня лаванда с сиеной. Немножко, да, такой лавандовый. Если вы сомневаетесь, вы со мной рисовали первый раз, вы сомневаетесь, что будет хорошо, то не рисуйте сейчас в процессе. Вы проанализируете, да, особенно если вы гиперконтролер такой и как бы довериться вам сложно, то, пожалуйста. Сейчас посмотрите до конца, лучше поболтайте, да, задайте какие-то вопросы в процессе, а потом уже такие, успокоившись, что все нормально, что получилось то, что получилось, вот, уже как бы можете в записи все нарисовать. Это нормально. Как бы мы ни хотели где-то себя изменить, естественно, мы можем к этому стремиться, но за одну секунду это не получится, друзья мои. Так что, ну, хорошо, если мы знаем свои особенности. Вот. Так. И здесь, да, вот такая вот у нас с вами переход. Сиены потом. Сиены больше. Больше сиены. Да-да, я забываю вообще про все это. Все, что мне нужно, я потом себе верну. Не переживайте. В нужные места. И где-то вот отсюда у нас начнется уже с вами желтоватый. Если хотите переход сделать более плавный, можно сюда наклонить лист.
и чуть-чуть акварель подстечет. What color are you using? I was showed. Sorry, I should in the first part of this live stream all my color, and I will save it, and you can see it in record, because now if I will repeat every time my color, it will be hard. Yeah, so yeah, of course I showed it before. Итак, далее у нас желтый. У меня это баохонг. На баохонге желтый уходит достаточно. Вот. Но можно взять, хотите какую-нибудь, можно даже неаполитанку, такую плотненькую. Ну, в общем, посмотрим. Да, нам надо дать свет здесь. Особенно вот здесь световая зона. Здесь у меня будет темно, я как бы особо вот этой частью сильно не занимаюсь. Больше акцентов вот здесь, потому что свет у нас останется. Thank you, no problem. You're welcome. Yeah. Здесь у меня такой переход. Могу даже влажности немножко добавить, да, еще. Но у меня с двух сторон смочена бумага. Поэтому в целом все окей. Где-то мы можем что-то подснять, если там белые облачка будут. Но потом к этому еще вернемся. Сейчас чуть-чуть здесь разойдется. Если получаются какие-то капельки, мы их так... И пойду сейчас вниз, напишу нижнюю часть, чтобы мне потом как бы уже заниматься только верхом. Покажите, пожалуйста, хоть раз за весь процесс работы, как вы набираете цвет. Я помню, вы говорили, что кисть сухая, и все же. Алиса, к сожалению, ну, как бы... Давайте вот так. Все как бы наборы цвета, вы можете приходить ко мне на живые мастер-классы, на физические. Все это есть в моих бесплатных уроках, уже есть. Сейчас мне крайне неудобно это делать надо. Палитрой у меня очень болит левая рука. Я не могу держать палитру здесь в процессе. Вот. Ну и опять же, это бесплатная демо, да? Давайте будем адекватны. Угу. Спасибо. Все, что могу, рассказываю вам. Но не могу за весь раз показать все. И в этом никакого смысла нет. Ценю свое время, свою работу. Так. Едем дальше. У нас сиена с лавандовым. То есть я зеркалю то, что у нас наверху. То есть было желтенькое, дальше у нас такое лавандовое. И здесь у нас такой вот цвет. То есть, в принципе, все то же самое. Асфальт более фиолетовый. И здесь можно будет такими какими-то гранулирующими красками. Я сейчас сделаю эту подложку, а потом посмотрим вообще, что с ней делать. Да? Потом решим, может быть, как мы ее соединим с общим фоном. Что-то потечет. Пока вот сюда не хожу, здесь будет тоже желтенькая подложечка. Ну, пока туда не хожу, потому что буду, может быть, наклонять лист. И тогда у нас будет все, у нас сильно потечет. Поэтому здесь уже все темно, и я могу выбрать что-то такое гранулирующее, например, Lunar Blue и аметист фиолетовый. Да? И мы какие-нибудь, вот прям плотный такой, обычно на этом моменте. Потому что страшно.
Ну, вот это я сюда здесь заполняю. Такой переход, еще классный переход. Фиолетовый, бирюзовый. Фиолетовый, бирюзовый, такой плотный, голубой получается, как на небе. Вот я тоже его могу сюда дать. Как будто бы водичку, да, рисуем. Ага. О, Наталья, да. Наташ, привет. Лучше на пленэре с Анастасией один раз съездить и увидеть, это не передать через камеру. Ну, тоже верно, потому что на самом деле, вот, кто, друзья, смотрел онлайн и кто был вживую, я думаю, что прям есть большая разница. Вживую надо смотреть не только меня, любых художников, которые набирают, и как они набирают краску и так далее, потому что этого не видно. Не видно. Так. Здесь у нас такой, да, тоже здесь будет темный. Мы потом, если что, вот эту тень соединим совсем вместе. Пока непонятно, что я тут рисую, и нормально. Значит, движемся в правильном направлении. Так. И у меня аметист фиолетовый. Тоже здесь у меня будет желтенький еще подтек. Вот я его здесь даю. Можно плоской кистью. Please turn on comments. We can see the painting. Sorry, I don't make this because I answer the question. You can see it's on record. Yeah? I think after that I will record it and I will save it. And if you have a free time and you're really interested in the process, you can see after that and paint with me together. But now I'm especially goes to live stream because I want to speak with you. I want to ask the question. It's more important for me. Thank you. Так. Ну, можно кругленькой кисточкой, можно какой угодно, да? Здесь у нас такой темный цвет. Темный. Я его понабираю сразу, а потом решим, что мы там будем делать. Будем там переходы делать или не будем. Можно еще, чтобы все вниз подстекало немножко. Так, здесь у меня как бы свет, поэтому там его оставим. Там фактурка внизу, да, я не делаю так, чтобы было идеально гладенько, наоборот. Очень разнообразно. Потом еще можем сюда вернуться. Остальное все будет следующий слой. Так. И иду наверх. Такая вот у меня. Иду наверх, смотрю, что я здесь могу сделать, что мне хочется. Так, могу немножко подубрать здесь цвет. Если буду. Можно даль сделать теплую, можно как там немножко холодную. Сейчас мы решим с вами. Чуть-чуть желтый, да, здесь уберу, а здесь наоборот, он такой активный. Так, набираю вот этот желтый плотный цвет. Он может быть из лаванды и желтой охры. И вот сюда, потому что уже не утечет так сильно.
Можно, потому что там уже влажно. В нужную влажность, да, я его вплавляю. Потом мы еще с вами здесь будем проходить, но я вот подкладываю особенно те цвета, которые, ну, вообще неизвестно. То есть получается, он вытесняет предыдущие пигменты, он остается чистым. Это важно. Потому что иначе получается у нас, когда мы поверх кладем в акварели, он уже не такой чистый цвет. Так, я могу сделать здесь набрызг, какую-то фактурку. Захочу. Large brush, this one my brand, this one my brand. This also my brand. Unfortunately, I cannot deliver it well in any countries and foreign countries now. This it's a code brush, a Chinese brush. So yeah. Так, чуть-чуть, да, каких-то пятнышек, вот этого всего. Мне потом это все очень сильно пригодится. Сюда, там такой, тут переходик, розовенький, сиреневенький, красивенький. Синий, сиреневый. Хочется где-то голубой. Смотрю на референс. В какой-то момент там даже здесь голубенький есть, могу его туда дать, почему бы нет. То есть на общую заливку, да, а вот здесь вот даже такой лавандовый. Вот. Немножко рефлексы от неба, да, на вот эту часть тоже есть. Так, здесь у нас активный желтый. Я потом подкорректирую вот эту границу, потому что сейчас не хочу, чтобы у меня на небо сильно утекло. Я просто даю туда более плотный желтый цвет. На заливке. Референс был у меня в сторис, в телеграм-канале, везде-везде. Я его выкладываю, потом он будет под видео на ютубе, под видео в ВК. Без проблем, друзья. Такой даже желтый. Поплотнее сюда сделаем. Конечно же, все есть. Все, пожалуйста, есть. Так, где-то, да, где-то какие-то тоже набрызги, пятнышки. Сейчас мы этого всего поделаем и потом оставим это все подсыхать. Такая история. Рефлексы. Ну, я имитирую как будто бы детализацию. Чем вот это вот, чем хаотичнее первая заливка, тем лучше. Потому что могу сразу, знаю, что эта часть будет темная, можно ее сразу, она не будет такая, как на референсе. Будет типа темнее сделана, я ее тоже сразу сюда. Введу в тени. Здесь можно какой-то рефлексик небольшой, желтый будет. В целом все это пятна, хаос. И хорошо. И хорошо.
Здесь тоже плотненький цвет. Могу сразу его дать. Потом мы забудем тут про людей, у нас будет сразу отражение. Угу. Такая вот, как будто бы все наверх. Желтенький, тоже такой плотный. Ну, мы это можем и потом сделать, но если успеваете, можно и сейчас. Самый светлый участок вот здесь, да? Это мы помним. Так, что мы тут еще можем погородить, пока есть возможность. Что-то тоже, это более теплое здание будет. Можем ему тоже уже дать какую-то подложечку. Вот если на этом этапе кажется, что получилась полная ерунда, то мы движемся в правильном направлении. Обычно зрители такие: чего? Что это? А вот это как раз, вот этот этап не выдерживают те, у кого очень важна оценка снаружи. Вот, поэтому на пленэре всегда тяжело. Но одновременно пленэр учит вот эту вот оценку как бы снимать, потому что зритель обычно такой: ой, что-то какая-то фигня. Я над своим примером прям показываю, потому что к моей работе я обычно первая ее рисую на пленэре. И все подходят такие: ой, какая-то ерунда, какой ерундой вы занимаетесь, вы так плохо рисуете. И потом, когда заканчивается работа, те же люди подходят, те же, через час там гуляющие где-нибудь в парке, такие: вау, ничего себе. Да, потому что они оценивают в процессе. Никто не оценивает приготовление еды в процессе, да, на уровне теста и на уровне всего остального. И обычно, когда мы показываем близким, не показывайте близким работы в процессе. Особенно, если вы знаете за собой, что вы вот этот вот момент боитесь. Не надо это оценивать, потому что это просто пятна, это подростковый такой период. Поэтому делаем. Просто делаем. А оценивать будем по результату. И сами не оценивайте. Иначе вы себя все время будете зажимать в рамках и не двинетесь никуда вперед. Очень будет сложно творчески развиваться. Все время будет нужно одобрение со стороны, причем не специалистов. К сожалению, наши близкие не специалисты. Давайте будем честными, мы к стоматологу ходим к специалисту, да, вряд ли мы пойдем к хирургу, который там просто советчику на улице. Но почему-то картины мы спрашиваем всех. Почему-то в искусстве должны разбираться все, но это не так. Да. Не то, что не отчаиваться, пока работа не закончена. Ну, я-то, во-первых, знаю, что здесь будет. А довести работу до конца. Как бы все идет по плану, надо делать. Просто именно вот эти этапы, они самые классные, я обожаю их, они самые живые, самые вообще фееричные. Потом здесь аккуратненько сделаем дальний план. Нужно какое-нибудь голубое небо, да, утечет. Смотрим. Надо, не надо? Нет, наверное, даже не надо. И вот что-то вы поставили. Вот как бы такие, казалось, хорошие идеи. Ну, допустим, передумали. На первом этапе вообще без проблем. Сняли, убрали, взяли веерную кисточку, расчесали. И ничего там не было, никто не ходил, ничего не делал. Понимаете? Я в самом начале говорила краски, которыми я пользуюсь. И это кроющие краски отчасти. Поэтому, естественно, у них такой эффект.
Так. Еще здесь уже так тоже подсыхает. И я еще дам какие-то пятна. Вот здесь гранулят, да, так хорошо распадается. Можно какие-то пятнышки поставить, где-то побрызгать, где-то водичкой, где-то пятно. Мне нравится через пятна работать, потому что много структурных форм будет, а здесь такие вот мягенькие моменты. Где-то светлое в темном, где-то темное в светлом. А здесь еще у нас люди появятся, у них будут отражения. Такой вот момент. Помним, что все, что мы расчесываем, оно грануляцию терять будет. Так что если вы там не хотите и хотите оставить гранулирующий эффект, расчесывать не надо. Постепенный переход. Да, лаванда имеет белила в своем составе, но кроющие краски это не всегда белила. Это большое количество пигмента, например, лимонное, желтое или железоокислое красное. Они не имеют белила в своем составе, но имеют кроющие свойства. Там большее количество пигмента. Так что здесь суть в том, что я работаю на бумаге, смоченной с двух сторон. И краска будет уходить, все будет светлеть. Для того, чтобы, если вы работаете в этой технике, но берете прозрачные, транспарентные цвета, то, скорее всего, вы сталкивались с тем, что вы смачиваете, рисуете, а потом все как будто бы и не было. Я клала, а оно все ушло и ушло. Сколько раз я этот момент сталкиваюсь. Это от чего? От незнания своих материалов. Взяли одно, а применяем в другое место. То есть, если вы учились где-нибудь у преподавателя, который смачивает с одной стороны, у него другие краски, у него транспарентные краски, и нету таких кроющих цветов. Почему? Потому что она прозрачная, она так вглубь не уходит. Когда вы смачиваете с двух сторон, у вас краска должна быть, которая держится на поверхности хоть чуть-чуть. И значит, у нее должно быть больше пигмента, а больше пигмента у более кроющих цветов. Ну, просто физика, да? Физика, наша любимая физика. Моя, по крайней мере. Так. Здесь. Здесь. Немножко еще. Это как-то так это сделаем. Пусть утекает. Понабрызгаем. В общем, и гранулят, вот он еще будет. Видите, я еще пульверизатором там что-то. В общем, вот это вот все. Вот. Делаю, чтобы у меня получилось разнообразнее, двигаю слой, пока он не подсох, там вообще может быть все что угодно, пятна, и набираю еще. Чем больше там воды, тем более живой слой у вас будет, тем более он такой гранулирующий. Потому что здесь, наоборот, мне нужно, чтобы были эффекты, чтобы он у меня был разнообразный. Кладу, надо привыкнуть к гранулирующим краскам, кладу как будто серая, а потом расходится, становится цветная. Веерная кисть не смахивать краску, веерная кисть расчесывать, если получилось пятно. Вот у меня сейчас пошла, например, вот остаточная вода начала вытеснять у меня все наверху в работе. Да? Я подкладываю и расчесываю, чтобы сравнять уровень влажности и сухости. То есть, если вы вот так вот шли, капнули на небо, блин, все, паника, что там? Там пятно. Вот для этого нужна веерная кисточка, чтобы это пятно, то есть вы сравнили уровень влажности, смотрите, и пятна нету. Она не для того, чтобы какую-то краску откуда-то смахивать.
Можно, конечно, ей расчесывать вот так, но это тоже то же самое свойство. Мы сравниваем влажность, да, то есть мы объединяем влажность более сухого фрагмента, который уже подсыхает, и более влажного, то есть мы это все объединяем для нужного эффекта. Я жду определенного времени, чтобы подснять здесь краску для нашего пешеходного перехода. Ну, можно, конечно, это сделать и потом, но в целом давайте посмотрим. Ну, можно, давайте лучше мы это потом сделаем. Можно вот так в процессе, но я вам уже показала, а можно вот передумали, расчесали все, и не было ничего. Покажу просто, как это потом оттенить, если забыли в начале. Так. Все. Сейчас оно должно высохнуть постепенно, и мы уже начнем с вами приступать. Какие-то водичка, фактурка, можно еще чем-нибудь набрызгать. Люблю этот момент. Давайте вот лучше водичкой мы сюда побрызгаем, и будет эффектно. А потом высохнет, уже все дособерем. Пока готова ответить на ваши вопросы, пока тут все сохнет. Сейчас я, скорее всего, перенесу все-таки фен, потому что лень ждать, пока это все досохнет естественным образом. Хотя не рекомендую фен по причине того, что жухнуть будут цвета, не будут такими насыщенными. Здесь можно тоже такой свет от арки вниз. Угу. Так, всем привет. Как так долго лист удерживает влагу? У меня сохнет очень быстро. В Армении сухо. Нет, я вот рисовала в Армении, все у вас в Армении нормально. Вот. Здесь есть несколько факторов. Если вам действительно интересно, то записывайте. Значит, первый фактор – это вы вот так вот увлажнили, раз провели и начали рисовать. Вы не напитали бумагу. Она должна напитаться влагой. Вот я, когда ее смочила, сколько времени я потом ждала, с вами болтала, я это не просто так делаю. Минуты 2-3 она должна напитаться, затем вы повторили ваше увлажнение. Никогда мы не начинаем в процессе сразу. То есть, а мы всегда как? Намочили, типа провели 2 раза и побежали сразу увлажнять. А еще вот это вот мое любимое, вот это вот. Мы берем эту воду и еще вот так вот снимаем ее. Да нет, вы можете вообще искупайте бумагу, поверьте. Хлопковую бумагу, сводите ее на банные процедуры, искупайте ее в ванне. Вот тогда вы поймете, как она у вас долго будет держать влагу. Вот, спокойно набирайте ванну, замачивайте ее на 15-20 минут. И то же самое вам, по сути, нужно делать флейцем. Флейц ни в коем случае не синтетический, а коза, потому что синтетика не отдает влагу. Это номер 2, да, момент. Третий момент.
Если сильно сохнет и все равно вы не успеете... Третий момент тут заключается в том, что когда вы смотрите, как кто-то рисует, и когда вы сами рисуете, время течет по-разному. Я думаю, что вы это осознаете. И когда вы сами рисуете, вам кажется, что да вы всего лишь 2 секунды назад тут вот рисовали, а возможно прошло уже много времени. И когда мы смотрим, как другие рисуют, нам кажется, что бумага какая-то другая, сохнет как-то по-другому. Нет, бывают небольшие отклонения, но не настолько, насколько мы думаем. Поэтому с опытом ваша скорость улучшится. И тогда вы будете, наоборот, страдать от того, что бумага не сохнет, как я. Вот. Третий момент. Четвертый момент. Необходимо, чтобы у вас было минимум красок, минимум кистей, которыми вы работаете, потому что пока вы увлажнили бумагу, пока вы замешиваете краски, потом вы пошли выбирать кисти, потом вы еще что-то пошли, отвлеклись, и вы, например, некомфортно ваш стол, да, располагаете, то есть вам неудобно, вы что-то все время меняете, у вас сохнет, вы даже не замечаете, как это время сквозь пальцы утекает. То есть рациональное использование времени. Реально на 20 минут погрузить в ванну, конечно. Хлопковая бумага – это ткань, это футболка. С ней ничего не случится. Хотите на час оставьте, хотите на сутки оставьте. И потом натягивайте на планшеты. Это не та бумага, это не целлюлоза. Вот. Поэтому здесь совершенно другие свойства. Ее нужно увлажнять, ее невозможно переувлажнить, друзья мои. Наоборот, если мне надо, я ее подсушила, увлажнила еще раз и так далее. Это похоже на написание и работу на ткани. Видимо, вы еще не совсем знакомы с современной акварельной техникой. Поэтому этот новый дивный мир вам откроется, если вы начнете замачивать, да, и не жалеть воды. Вот, потом, да, вот эти вот все факторы, так, я назвала, потом удобно располагать все. Я еще раз повторю, когда у вас 150 красок, 150 кистей, у вас все сохнет, потому что вам кажется, что вы всего лишь на секундочку отвлеклись, а у вас тут то есть максимально экономим время, никаких лишних движений мы не делаем. Все движения строго это. Тогда у вас будет вот сохнуть, вы будете болтать и так далее. В спокойном состоянии, при нормальной влажности 30 минут бумага держит. Хорошо. Вот мы с вами здесь болтаем, да, вот прошло при влажности, я пишу 30 минут. Но, еще раз возвращаясь к пункту 3, что такое 30 минут, когда рисует другой человек? Это вечность. Что такое 30 минут, когда рисую я? Это 30 минут всего лишь, я еще только краски замешала, да? Вот, поэтому, друзья, сделайте себе максимально комфортно. Во-первых, не экономьте воду в начале, дайте бумаге напитаться, чтобы она набрала эту влагу. Не сразу не гасите. Когда вы добавляете пигмент, вы гасите бумагу, она сразу сохнет. И сделайте себе удобно, тогда вы будете больше спокойнее работать. И еще один фактор. Если при всех этих вещах вы все равно работаете медленно, это в целом нормально в начале, подложите влажную марлю. Ваша бумага будет тогда держать 2 часа. Вообще без проблем. Просто сделайте так, как вам комфортно. Эти все вещи, они в общем доступе, они уже общеизвестные, они не какие-то секретные. Это обычные пользовательские, так сказать, вещи современной акварели. Акварель только название свое сохранила, это другая техника сейчас, если быть честной. Вот, поэтому... Так, все, сейчас я принесу фен, буду это подсыхать. Так, скетчбук ручной работы с бумагой 100% хлопок. Я ни про какие скетчбуки вам не говорю. Конечно, если вы увлажните скетчбук вот такого, размера или там, не знаю, вот такого, вы же его ничем не закрепляете, а попробуйте вы этот скетчбук с 2 сторон. Возьмите бумажку и с 2 сторон ее увлажните. Давайте так, мы сейчас не будем на этом останавливаться, это базовые техники работы с бумагой. У меня все есть, больше 100 бесплатных видео на моем YouTube-канале, пожалуйста, да. Сейчас я в целом, да, все-таки работаю уже не с совсем начинающими сейчас, мы, конечно, каких-то вопросов касаемся, но все базовые моменты есть в моей книге, и я показываю в своих уроках, вот, как увлажнять, что мы сейчас не будем этому уделять очень много времени,
потому что это это 100 видео, сколько? 100 видео по 4 часа, по 3 часа, 300 часов. Вот. Иначе мы сегодня ничего не нарисуем, никак. Поэтому обязательно их проходите, там все есть. What type of cardstock are you painting on? It's just glass. It's not plastic. Plastic glass. Угу. Очень интересно просматривание бумаги. Все есть в моей книге «Акварель для взрослых». Там прямо подробно показываю в каждом тоже своем уроке. Сегодня просто это не тема урока. Это, знаете, я понимаю, что очень хочется. Мне иногда тоже очень разрывает вам все рассказать. Но мы за 3 часа не охватим курс, который, на 3 года, если не больше. Я для этого, каждое мое видео, там практически минимум повторения информации. Я всегда что-то новое рассказываю. И потому что это требует времени. То есть для того, чтобы у меня есть специальный урок бесплатный по бумаге. То есть там я рассказываю про все виды бумаги, какая бумага, какая лучше, для каких техник, как чего, да, потом про краски. Тоже это все есть. Пожалуйста, только занимайтесь. Просто сегодня, к сожалению, мы это с вами все не охватим. Ага. Я стараюсь, конечно, отвечать. Я говорю, мне внутренне хочется вам сразу, знаете, взять всю информацию, которую я знаю, и в голову вложить. Если бы я так могла, давно бы уже сделала. Вот. Но, к сожалению, чтобы не повторяться. От Невской палитры бумага своеобразная, к ней приспосабливаться нужно. Друзья, вот в прошлом эфире, если бы смотрели, мы там много говорили тоже про бумагу, и я говорила о том, что нет плохой или хорошей. Каждая бумага, к ней надо приспосабливаться, да. То есть у нас это, знаете, вечные разговоры, что лучше лыжи или сноуборд. В общем, дело-то привычки и вкуса, да. Каждый сам выбирает, если вы работаете во влажных техниках, это одни тип бумаги. Если вы работаете в сухих техниках, это другие бумаги. Самое плохое, что вы можете сделать для себя, это перескакивать в каждой новой работе на новую бумагу. Честное слово, лучше, если вы даже возьмете целлюлозу, но будете на ней рисовать хотя бы в течение полугода. Тогда ваш уровень технический вырастет. Но если вы постоянно скачете с одной бумаги на другую, то эту попробовал, то эту, у каждой бумаги свое свойство. Одна ест синюю краску, другая ест желтую. Одна сохнет чуть быстрее, другая чуть медленнее. Одна, не знаю, такие разводы оставляет, другая другие. И если вы меняете каждый раз, то вы тратите кучу времени на адаптацию к новой бумаге. Вы не учитесь, вы не повышаете свой навык, вы просто адаптируетесь, это стрессовая ситуация. Если вы хотите больше кайфовать от работы, получать удовольствие, повышать свой уровень, не меняйте как перчатку постоянно бумагу. Это все равно, что вам нужно доехать, 200 метров, а вы едете 10 метров на одном автомобиле, 10 метров на тракторе, потом снова 10 метров на... тот, кто возьмет просто одну машину, он 200 метров проедет быстрее, чем вы каждый раз, осваиваясь с новым транспортным средством, с новыми коробкой передач, там новые кнопки и так далее. Вот все, что вы делаете, это для себя, это вот единственное плохое, то, что может быть. А так к каждой бумаге надо привыкать. Как к любой машине. Вы пересели за другое транспортное средство, за другую машину, вы к ней привыкаете. Если машина не классное сравнение, то, например, на работе у вас все на вашем ноутбуке одно, и тут ваш ноутбук сломался, и вам коллега говорит, пересаживайся за мой, поработаешь сегодня. Было же у всех? Было. Вот приблизительно пересадка на новую бумагу, это когда вы берете и начинаете на другом компьютере работать. И как будто бы вы забыли сразу, как на компьютере работать. Да потому что все по-другому в других местах. Или, хозяйкам на заметку, например, такое сравнение. Вы пришли к подруге и на новой кухне. И вам говорят, приготовь свое коронное блюдо, но вот на новой кухне.
И у вас не получится так же хорошо, как если бы вы готовили на своей кухне. Согласитесь, когда вы знаете, когда все под рукой, правильно, на своих местах, ничего лишнего. А здесь вы тратите кучу времени на поиски, на все. У вас тут уже что-то подгорело, там еще что-то случилось. Вот это все то же самое абсолютно в рисовании. Подготовьте, то есть чем лучше вы подготавливаетесь, чем меньше вы меняете в процессе вот этих лошадей, чем больше вы знаете свой материал, тем лучше ваш результат в итоге. И кайф от процесса гораздо больше. Все. Поэтому, а хорошей или плохой бумаги нету. Вот. Если можете, друзья, если можете себе позволить хорошую бумагу, господи, купите себе хорошую бумагу. Давайте так. Я училась водить на Волге, на машине, да. Но если можно, там, допустим, водить на какой-то другой машине, ну, наверное, можно купить. Но водить можно и на Волге, водить можно и на там, старом Москвиче, правильно? И то езда. Но если вы сели, допустим, за Мерседес, за БМВ, или вам, там, не знаю, подарили классную машину, вы вряд ли сядете обратно на Волгу. Тоже касается и бумаги. Если у вас есть финансовые возможности рисовать на Арше, на Сандерсе, на каких-то дорогих, не выдумывайте, не ломайте себе голову, не занимайтесь глупостью. Если нету, то хотя бы перестаньте менять бумагу. Вот подарила подруга, вот я листочек этой попробую, вот подарили листочек этой, я эту попробую, листочек на пробу и так далее. Вы сами себе вредите, вы обслуживаете материалы, а не качество своей работы. Вот и все, что я могу сказать уже на вот своем 10-летнем опыте. Поэтому как езда на разных авто, точно. Я вообще для новичков не советую сейчас никакую бумагу. Я советую, то есть это глупость тоже, понимаете, вот абсолютная глупость, если вам в эфире, у меня сейчас коллеги съедят, но я вам так скажу, когда, я так тоже раньше делала, но когда вы советуете на аудиторию, это, может быть, было актуально лет 8 назад, когда было только 2 типа бумаги. Сейчас мало того, что 200 типов бумаги, так еще 200 разных типов технической работы. Как я могу посоветовать бумагу человеку, если я не знаю, может, он ботаническую иллюстрацию рисует и смачивает с одной стороны, то тогда я ему посоветую один тип бумаги. А если он рисует фактурные природные пейзажи на большом формате, я ему посоветую другую. Очень много зависит от манеры смачивания, от тематики, в которой вы рисуете. Есть разные бумаги, есть разные фактуры. Все на все влияет. Поэтому, да, основные таблицы у меня везде как бы разложены. Но вот это вот, когда я вам советую только вот эту бумагу, да, есть универсальные бумаги. Ну вот Арш. Она стоит как космолет, Сандерс Waterford. То есть есть более универсальные, они подходят для всего. Но тоже надо смотреть по фактуре. Если вы ботанику рисуете, естественно, гладкая фактура и там так далее, да, в зависимости от фактуры. Но в целом я не могу советовать какую-то бумагу, что она хорошая или плохая. Вот. То же самое я говорю, например, для моих уроков подходит вот такая, потому что для влажных техник подходит это. Не поверите, какое огромное количество, ну, не побоюсь этого слова, срача происходит из-за того, что, ну, вот я не советую Фабриано, например, для своих уроков. Но я не говорю, что эта бумага плохая, она подходит для других техник. Но для влажных техник мы с ней сражаемся, потому что она быстро сохнет. Но я знаю прекрасных мастеров, которые работают быстро и во влажных техниках тоже на этой бумаге. Да? Но для новичков, ну, правда, на ней сложно. Но опять же, очень много дела вкуса, дела вашей личной практики. И постоянно доказывать, что BMW лучше, чем Mercedes, например, или какая-то бумага одна лучше, чем другая, но это будет какой-то бессмысленный, бесконечный спор. Сколько марок автомобилей? Вот представьте, столько же марок бумаги. Одному подходит один автомобиль, другому другой. Все. И на этом, как бы, тему с бумагой, я считаю, просто исчерпанной. Вот максимально. Заодно, видите, у меня все сохнет. Я не просто так болтаю. Вот. Потому что, ну, правда, и ходить к соседу и говорить, типа, вот твой выбор плохой, а я тебе советую эту бумагу, но это все равно, что вот другому советовать сделать соседу другой ремонт, выбрать другую машину, выбрать другую жену и так далее. Страна советов, блин. Как бы. Единственное, что можно посоветовать, это отталкиваться от себя, от своих вкусовых пристрастий. Сейчас выбор настолько огромный, что надо уже начать просто хотя бы понимать себя в этом во всем выборе. Вот. На Феррари будем рисовать. Будут деньги, будем на Феррари рисовать, друзья.
с огромным удовольствием. Чего ж себе отказывать в хорошем материале, если такая возможность есть? Я в этом не вижу, это полнейшая глупость. А если возможности нету, то хотя бы перестаньте перескакивать. Все. Так, Анастасия, вы специально подбирали в свою палитру такое сочетание прозрачных белильных красок? Смотрите, если вы посмотрите всех... Моя палитра, она просто моя, но какой-то особо уникальной я ее назвать не могу. Если вы посмотрите чуть больше всех городских пейзажистов, например, там Збуквича, Альвара, Дусан, Жукарика и так далее, всех топ-акварелистов, кто рисует городские пейзажи и пленеры, у всех есть лавандовая, какое-то Horizon или бирюзовое, это для плотности цвета, для определенных эффектов. Больше о моих красках есть бесплатный урок на 3 часа плюс на моем YouTube-канале. Обязательно посмотрите. Так, сейчас возьму фен, чуть-чуть подсушу и продолжим здесь работать. Она у меня должна полностью высохнуть. Можно было на самом деле с той стороны не мочить. Я немножко задумалась в процессе увлажнения и сделала, как на пленэре я делаю. Потому что там солнышко, а здесь у меня все-таки можно и быстрее было. Так, сейчас еще должно быть все, здесь все сухо, а то там уже немножко влажненько. Так, все, можем приступать. Я подсушила, все ушло, что ушло. Низ сейчас еще сохнет. Вот. Если художник-профессионал, то он на салфетке шедевр нарисует. Эта фраза только на 50% правдива, потому что если это плохие инструменты, то ты с ними сражаешься. И давайте так, если, например, музыканты, мне нравится это сравнение, все-таки я 16 лет играла в оркестре, дать плохой ненастроенный инструмент, конечно, он что-то сыграет. Профессионал. Но если ему дать хороший, дорогой инструмент для этого приспособленный, то эффект будет
другой. Поэтому, конечно, я не умаляю способности художника, но давайте и не умалять хорошие инструменты тоже. Почему у нас все время крайности? Либо ты говно, либо ты гений. Либо ты можешь рисовать и на салфетке, либо ты раб материала. Нет, есть средние, друзья, баланс какой-то, да, адекватный. Я люблю хорошие материалы, они мне помогают в работе. Но, естественно, я не делаю ставки, что кисть или какая-то бумага будет рисовать за меня. Нет, конечно. И если я только буду покупать дорогие материалы, но не буду практиковаться, то это мне никак не поможет, потому что остальная часть ответственности, она моя как художника. А мы почему-то любим все время в крайности. Либо черное, либо белое, либо это, либо это. Ну, так не работает. Не работает. У нас всегда, да, частично за вашу работу отвечает ваше качество ваших материалов. Безусловно. Ну и вы за эту работу отвечаете. Вот вы вместе работаете над качеством результата. Правильно? Обожаю вашу архитектуру. Спасибо большое, очень приятно. Так, едем дальше. Ну что, я тут почистила свою палитру, как бы перед этим этапом, и можно уже начинать нашу всю вот эту вот историю. Уже, конечно, хочется уже, ладно, и бог бы с ним. Вот, какой-то момент. Да, у нас здесь все в контрцвете, довольно-таки плотное, довольно-таки темное по тону. Все поверхности, смотрящие вниз, более коричневые, да, мы это очень хорошо видим здесь. Вот, достаточно по тону темное, если есть сомнения, да, на фоне неба темнее наша арка, какой бы цвет у нее ни был. Все поверхности, смотрящие вниз, теплые, это заметно, это рефлексы от нижней части. Все, что вертикально или смотрит на небо больше, холодное, есть у меня отдельные бесплатные уроки. Там цвет тени в 3-м сезоне. Пожалуйста, смотрите здесь на ютубе или в ВК. Все выложено. Отдельно обязательно позаниматься. Так, начинаю я. Подложка мне подсказывает, какого цвета это все будет. Вот, поэтому я начну с синенького. Не с такого, как на референсе. Буду стилизовать. Практика – это залог успеха. Конечно, как во всем. В одной теории сидеть – это бессмыслица полная. Я понимаю, что практиковаться иногда страшнее, и выйти во что-то новое – это страшно. Вот. Но тем не менее, ну, как бы это вот… Без этого никак. Другого пути нет. Да вы думаете, мне не страшно? Мне тоже иногда страшно. И вот сейчас в эфире писать тоже страшно. Я волнуюсь всегда, когда пишу работу. Это нормально. Но это не значит, что этот страх, он парализует меня и не дает мне дальше жить, действовать и так далее. То есть я боюсь, но действую. Это же какой выбор? Ну, можно, конечно, застрять. Так. Едем дальше. Застрять в этих рефлексиях. А надо, не надо, а то и то. А время идет, хоп, и уже все. Конец жизни, а кто-то другой, как говорится, сделал то, что вы хотели. Вот и все. Чтобы так не получилось. Просто закрываем глаза, зажмуриваемся и идем. Пробуем. Так, желтенькая, да? Вся она у нас тут такая цельная. Я могу даже немножко себе вот помочь, чтобы у меня капелька плыла, поставить на небольшое возвышение, да, сюда. Там достаточно небольшого, уже будет хорошо. Так, здесь у меня же тоже, да, такой более теплый я подложила. В принципе, ничего не меняется. Он и останется, да, как бы этот цвет. Я его просто соединяю со всеми остальными моими друзьями, которые здесь у меня будут. Переплывает все одно в другое. Если там достаточно темно, можно вообще уже смочить просто даже.
и продолжить эту заливку. Здесь можно прям коричневый тоже такой взять. Где-то светлее, где-то темнее, где-то разнообразное. Так, сейчас я болтать буду чуть меньше по причине того, что уже как бы более ответственная часть. Но все равно буду смотреть ваши комментарии, может быть, не прям в самом моменте. Вот. Но тоже буду. Поэтому пишите, спрашивайте. Здесь. И переходим. Там у нас такой даже сиреневатый оттеночек был. Набираю. Наша арочка. Она вся в контрсвете, поэтому как бы сильно я не занимаюсь. Этими всеми моментами, да, главное, что она темнее, чем небо. Заливаю ее целиком, а потом буду в нее уже там что-то вплавлять. Давайте так поступим. Здесь у нас, да, и сюда у нас такой поплотнее будет синий. Там в какой-то момент такой прозрачный, как будто бы вот этот желтый, он прям потек. Так вот мы его сюда тоже вплавим. Там самое темное на фоне неба. Здесь прям хочется оставить. И вся наша подложка, вот эти пятнышки, фактурки, они как бы остаются у нас. Остаются с нами. Здесь. И я сейчас в эту часть буду постепенно вплавлять детали. А тут немножко я что-то неровненько сделала. Ну, как раз подровняем, правильно, все. Сюда ближе такой синий-фиолетовый, как раз контрастный. Вот дойдем до этой части и будем заниматься верхом. Можно небольшие какие-то оставить пробелы по желанию. Здесь достаточно темный момент.
И погнали делать темные дела. Так, сразу, да, фактурку, внутрь заливки. Что могу на фоне неба. Можно действовать, кстати, по типу, у меня есть такой урок, когда мы сначала наносим темные элементы, а потом делаем общую заливку. Так в целом тоже можно сделать. Тут разные способы подходят. Нет единственно верного для рисования способа. Просто все они немножко разные. Так, и здесь я в эту заливку, да, вношу какие-то темные элементы. Сразу. Немножко. Сейчас я не читаю ваши комментарии, потому что у меня ответственный процесс, как я уже сказала. Потом мы к этому вернемся. Так, здесь, там желтый. Вот здесь. Тут мы тоже как бы... Там много, да, вот этих ярусов разных. Больше или меньше. Таких вот линий. Эту заливку мы все это добавляем. Здесь все достаточно тоже темное. Отделяю, да, один элемент от другого. Немножко по ощущениям. Даже сиреневым, да, здесь. Чуть-чуть тонально, как будто бы вырезаю его по-сырому. Потому что эта колонна немножко выступает. Но, тем не менее, все имеет тон. То есть она не совсем светлая. И здесь тоже у нас выходит вперед. Давайте так сделаем. Такой тоновый переход. И вот мы эту колонну тоже нашли. Сейчас у нас тут пошире. Какие-то элементы, не могу там разобраться, что же там такое. Вот буду рисовать, имитировать архитектуру. Могу еще немножко поднабрать тона вот сюда. Посмотреть, потому что он еще немного просядет. Такая наша заливка. Коричневый какой-нибудь. Сиренево-коричневый, да? Сиену с фиолетовым можно, да, такой какой-то поплотнее. Немножко здесь намекнуть. Тоже оно как будто бы растворяется, да, в этой темноте, в этой всей истории нашей. Не очень темные детали, да, они все равно еще, конечно, у нас посветлеют. Но стараюсь не делать прямо какой-то обводки. Где-то разрываются элементики фактурные. Можно это сделать и потом по сырому. Ой, по сухому, а не по сырому. Но я вот сейчас, мне надо побыстрее, да, с вами сделать эту работу. Вот. Поэтому использую то, что могу. Так. Здесь какие-то выступающие элементы, там что-то вот архитектурное. Не знаю что, но они темные. Вот если они темные, там я их тоже прорисовываю как-то пятнами.
Вот ровно как они там есть. Потому что в целом важнее не детали, а тональность. Какая у нас вся тональность получается. А вся тональность у нас здесь с вами темная на фоне неба. И это важнее, чем детали, архитектурные элементы. Именно это мне хочется показать. То есть я смотрю на, да, вот там вот есть часы, но часы тоже не белые. А мы вот часто увлекаемся вот этими деталями, и все, забыли про основную форму, забыли про все эти элементы. И получается все детский рисунок. А глаз, он на самом деле смотрит и видит только вот эти пятнышки наши. Так. Здесь здесь у нас уже край арки начинается. Потом мы можем какие-то еще, конечно, детали. Я сейчас от общего к частному иду. Да? Захочется еще мелких, ну, пожалуйста. Всегда можно. Но главное, основные формы сделать. Все, что смотрит вниз, более теплое. Так, не такое темное. Здесь достаточно темные элементы такие, да. Синие, сине-фиолетовые. Можно даже какую-то грязь собрать с палитры. Помним, что оно уже при высыхании не будет такое насыщенное, как нам казалось, когда мы наносили. Все еще станет чуть-чуть серее. Как я выбираю цвета, я не смотрю на референс. Я смотрю на теплохолодность. И ориентируюсь на ту подложку, то есть я выбрала все цвета работы, когда я планировала эту работу. И об этом я всегда рассказываю на всех своих курсах, обязательно приходите. Вот, потому что именно в начале мы с вами все смотрим. Но никогда не в процессе. Я никогда в процессе уже... Я смотрю то, что у нас на подложке. На подложке голубой, вот у нас какие цвета. Да? Вот у меня на подложке даже были. Я подложку, исходя из этих цветов, сделала. И сюда мы добавили с вами голубоватый. Если сравнить оттенки, то сейчас вообще все как бы попадает в референс. И я сильно не меняю референс. Сегодня у нас такой задачи нет. Но бывают задачи, когда надо референс поменять. И там немножко тогда планирование будет чуть дольше, да, то есть мы сидим, подбираем цвета, что-то рисуем где-то, да, отдельно. Не на листе вот это вот, я сейчас что-то сделаю. Это все равно, что врач сразу практикуется на живых людях. Ну, давайте, да, то есть потренироваться надо сначала где-то, специальные блокноты, техника и так далее. Особенно понятно, что художник, который рисует уже много, он может это делать в процессе. Но если это не вы пока, то возьмите себе блокнот для подготовки, для тренировки тона, подбора. Какие-то здесь элементы. Потом, если захочу, могу что-то еще сделать. Там у нас часики. Основную тональность смотрю, все ли, чтобы у меня здесь по тону все-таки собралось, чтобы мне потом уже не влезать туда.
Какие-то здесь детали основные. Не очень темные. Это вот, видите, я темным влезла и справляюсь. Темные по тону, но не такие, не самые черные, да, все-таки. Потом можно еще сухой кистью пройтись. Дело вкуса, да. Кому-то нравится помягче формы, кому-то нравится сухим штрихом больше. Ну, что-то типа того. Что-то типа того. Потом посмотрим, надо ли нам там будет что-то добирать. Вот, потому что мы, конечно же, имитируем с вами. Там какие-то цветы, что-то там такое. Да, здесь достаточно темное. Здесь одно из самых темных мест на этой арке. Помним, что у нас там впереди еще с вами много, поэтому сейчас, да, конечно, это знаковое место, но я уже в какой-то момент вот подсыхает, все, значит, я больше не занимаюсь. Если мне надо потом будет там что-то сделать, я вернусь, увлажню. Почему? Потому что здесь контрцвет и достаточно мягкий контур, потому что в тени мы не будем так просматривать детали, как на свету. А это все у нас в тени. Тут что-то, там что-то. О, всем привет. Я рисую одной своей синтетикой. Она как каллиграфическая. Да, влаги на листе нету, но эта кисть, она универсальная для моей работы. Вот, потому что она, если вы обратите внимание, у нее выставка вот такая длинная. Любые все круглые кисти, они имеют более короткую выставку, она набирает очень много воды, и еще она складывается в плоскую. Да? То есть как бы она не создана как круглые кисти. Так, все, едем дальше. Очень приятно всех видеть в эфире, кого я давно не видел. Друзья, прям класс. Может быть, возвращается, да, эпоха эфиров. Посмотрим. Посмотрим. Конечно, не будем загадывать. Так, здесь у нас потемнее вот это место. Сразу мы это видим на референсе. Поэтому там я затемняю. Сюда. Тут у нас тоже такой краешек. Краешек достаточно темный. Что-то здесь можем темнее сделать. Так. Если где-то, может быть, я даже передеталила. Сейчас я вот так это все подобъединю. Да, если так получается, можно вот так вот немножко это все объединить воедино, чтобы главное тональность нашу подсобрать. А потом решим, будем ли мы что-то еще делать. Так, самое большое, да, наше занятие арочкой. Сейчас я прочитаю ваши комментарии. Вопросы. Так, чуть выше были или не было. Техники каких акварелистов мне близки? Очень разных. Вот вы можете посмотреть всех, на кого я подписана в Инстаграм. Вот все. Всех люблю. Не могу кого-то выделить. Так.
Бывает, кстати, если сложно увидеть цвета на референсе, вот открываем. Вот у вас есть здесь карандашик. Ну, это на Apple, но на всех остальных, я думаю, тоже возможно. Сейчас тупит. Вот здесь есть пипеточка вот такая. И ходим и смотрим, а что за цвет? И вы удивитесь, когда вы его абстрагированно смотрите, как бы не внутри картинки, а отдельно, мы видим, что это серый, это там фиолетовый. Вы можете даже для примера, например, взять этот цвет, он у вас сохранится, например, в карандаше, и вот сделать, не знаю, там открыть заметки себе, сделать какую-нибудь страничку новую, новую в заметках. И вот этим вот цветом, по-моему, так будет тоже работать, если я его здесь взяла. Нет, не уверена. Вот. Но, как минимум, хорошо, на этом листе, на белом участке вы можете попробовать этот цвет. И вот он вот такой вот серо-синий. То есть вот тренируем видение цвета. Так. Всем машу, друзья. Кого знаю, лично машу. Погнали дальше. Там у нас желто-оранжевый. Такой внутри, да, достаточно темный здесь у нас цвет. В принципе, подложку я уже хорошую для себя сделала, значит, она мне облегчает. Там какие-то элементики. Вот. Их как бы передаю. В остальном просто можно это все свести на воду. Что-то там такое. Что-то там такое. Где-то можно соединить. Потом еще добавить элементы. Так. Если у меня здесь где-то криво получилось, самое время вообще это все исправить, посмотреть. Легче всего понять, криво, не криво, вот так перевернуть, потому что мы лучше видим верх тормашками, да, всегда. Где мы там чуть-чуть себе это не приложение Apple. В фото у вас есть этот карандашик. Поищите. Я верю, что вы справитесь с этим. Это не какое-то дополнительное приложение. У меня старый планшет, ну, относительно, 22-го года. Не прям какой-то обновленный. Даже на моем айфоне 6, там какой, да, 6, есть эта функция. Так что вы обязательно ее найдете. Здесь чуть-чуть эту форму, да, вот где я накосячила, я подстираю, чтобы выровнять. Могу там добавить какие-то темные дела. Нравится мне эта натура, конечно, прям шикарно. Сама по себе очень красивая, конечно, арка. Прям вау. Хочется увидеть уже вживую. Так. Ну и здесь я внутри этой заливки, да, добавляю какие-то элементики, которые могу. О, Винета, Винета, привет! Очень приятно. Столько мастеров шикарных ко мне на эфир зашло. Это просто невероятно. А мы тут рисуем. Я счастливый человек. Здесь, да, ну там какие-то элементы, я не могу все там повторить, да, что-то там есть, мы приблизительно представляем. Самое главное — это тональность.
Да? Там еще какая-то розеточка здесь. И тональность на краю у нас тоже темнее, чем небо. Более светлая, чем здесь, естественно, но тоже потемнее, чем небо. Поэтому я здесь подчеркиваю вот эту форму. Где-то более активный, да, такой. Опа. Цвет. С каким штрихом, да, можно здесь потемнее даже в эту сторону сделать. А здесь у нас больше света, поэтому в эту мы сделаем с вами поактивнее. Ну, даже если где-то не идеально, все нормально, это, знаете, у нас потом любят в соцсетях все специалисты. Ой, у вас здесь криво, у вас здесь это. Ну, к сожалению, я всегда понимаю, что сам человек, который рисует, он, наоборот, порадуется за другого. Ну, очень редко. Только если его свое там рисование сильно не устраивает. Поэтому не бойтесь, выкладывайте, понимайте, что это не всегда профессионалы вам там комментарии оставляют. Внутри сообщества, конечно, более теплая, поддерживающая атмосфера. Так. А так прилетает и мне регулярно. Можете посмотреть в ВК. Ой, я это люблю. Что где не так. Так. Едем дальше. Здесь нарисую дальний план, чтобы потом чуть проще, в общем, всю эту арку собрать, сделать все вместе. Так, дальний план у нас там, ну, такой вот он сероватый. Давайте я сделаю его все-таки не совсем как на референс. Он у меня будет такой серо-сиреневый. Тоже чуть-чуть потемнее, но все-таки такое вот облако я здесь увлажню. Вот мне нужно понять, где у меня начинается, так, чтобы еще чистое, да, чистой водой было бы неплохо. То есть у нас вот эта туча условно, да, вот эта, она у меня где-то вот в каком-то месте начинается и подчеркивает свет на моих направляющих. Да, такие облака. С одной стороны можно повыше, особенно солнечный, да, хочется этот эффект солнца подчеркнуть, поэтому нам для этого нужно отрезать по тону все. А потом, если что, ну посмотрим, что-то соберем, что-то соединим, посмотрим, как у нас все это вместе получается. Так, здесь я хочу сделать такой подсвечивающийся памятник, поэтому я его оставлю в свету. На фоне линии горизонта можно даже такой более здесь в коричневенький уйти. Там синий, а у меня будет по-другому. Более теплый пойду, потому что холодного и так на работе много. Так. Вырезаю из фона наш свет. Здесь будет более темный. Почему? Потому что у нас здесь более освещенная часть. И я поэтому здесь подчеркну прямо темный. Это усилит
Вот это вот настроение. Там такие тучки лежат. Тучи над городом. Так, и сюда уже выхожу. Могу оставить что-то там, какие-то просветы для голов людей, чего-то еще. В целом, да, у нас такая наш памятник. Там еще люди, мы закроем это стафажом всем. И, ну, пока что отметим самые, да, горизонтальные поверхности у нас всегда более теплые. Вот имитируем здесь то, что нам нужно. Какие-то детальки, люди потом еще добавим. Ну вот самое основное, да, что оно мне здесь нужно, чтобы оно еще чуть-чуть подсохло, чтобы я уже прорабатывала эту часть. Если хочется что-то затонировать, тоже можно затонировать, но не сильно, иначе у нас весь свет пропадет, а у нас все-таки это основа. Так, едем дальше. Едем дальше. Можем сделать вот эту часть, она будет практически готова, и больше займемся вот этой. Ну, то есть, в целом у нас с вами основное уже сделано. Как ни странно, да? Хорошая работа требует, конечно, времени, даже как бы гадалки не ходи. Тем не менее, мы с вами сегодня в это погружаемся. Мне хочется какой-то сложный сюжет написать с вами, но еще более сложные сюжеты, конечно же, в школе у меня. Так. Сложные, интересные. Этим августом у нас будет курс с моей проверкой. Тоже присоединяйтесь. Кто может онлайн, присоединяйтесь в тур, как я уже говорила. Мы будем активно работать. У нас такие классные все участники. Так, здесь, да. Ну, какая-то такая форма. Даже можно потемнее взять прям на фоне неба. Там что-то завешено, конечно, но мне хочется, чтобы она просто была разнообразная, не такая, как с этой стороны, да. А дальше я в этой части хочу все сделать максимально темным, потому что здесь будет свет, а здесь будет такая более темная часть, неинтересная. Так. Поэтому беру, можно подсмочить. В принципе, все то же, что на подложке уже есть. Сильно перекрывать не буду, только вот уберу, где у меня, да, там какие-то некрасивости получились. Так, простите еще раз, у меня все время теперь другой шнур поменяла. Теперь у меня выпадает. Но зато мы заряжаемся. Какие-то тут
опоры, тоже разнообразим эту крышу, не выравниваем ее такой кубиком, наоборот, все делаем, чтобы фактурно и интересное там было. Если даже этого чуть-чуть усложняем, здесь у меня теплые, темные. Ну, соединяю все через пятна. Если нужно что-то оставить, оставляю. Если там не добрала, то наоборот еще добираю. То есть, в принципе, все это соединяется с моей заливкой, которая была до этого. Даже вот здесь давайте меньше желтого сделаем, больше сиреневого. Потом там у нас еще люди здесь добавятся. Классные. Вот мы их тут всех нарисуем. Ну и буквально какие-то оконца тоже могут там появиться. Но в целом, да, самое здесь еще я. Давайте под людей мы запланируем. То есть, видите, я еще, если казалось, что тут темное, то это было вообще не самое темное. Вот оно еще все темное. Да? Куда еще можно уводить? Еще можно, ух как. То есть я растягиваю всю эту историю. Так. И это для людей. Какие-то элементы там от окон, от арок. Где-то больше, где-то меньше. Смотрю на референс. Естественно. И пятнами здесь с ними работаем. Вплавляю в заливку, которая есть. Oh, Naksh. Nice to see you. Так. Продолжаем работу. Ну вот здесь, да, у меня здесь достаточно тепло. Могу сделать самые теплые элементы. В целом они не очень темные, хочется это все сохранить. Свет поэтому вообще здесь не перекрываю, так только намекаю на что-то там. Да? Вот то, что у нас там вертикальные есть элементы, между ними там какой-то просвет. Чем больше деталей, тем темнее тон. Если хотите сохранить тон, то деталей должно быть по минимуму. Угу. У нас тут еще погодка меняется. Сейчас, видимо, не знаю, что у нас по свету будет. Еще солнце так прячется. Поэтому посмотрим. Ну, надеюсь, что все хорошо. Так. Соединяю все с этим фоном. Вообще-то все оно у нас тут, видите, все едино. Сложный сюжет, но эффектный. Да? Не поспоришь. Здесь где-то рефлексирует, можно даже еще моментов дать.
на границе. Здесь тоже такой фиолетовый с коричневым. В целом я двигаюсь по всем нашим тем же цветам, что на подложке. То есть здесь достаточно такой светлый участок. Дальше. То есть все где-то растворяется в пятнах, особенно в теневых зонах. Особенно не надо расчлененку рисовать. Да, у нас все соединяется, вплывает одно в другое. Мы потом все равно ставим детали, у нас, конечно же, и так получается эта расчлененка. То есть никуда не деться. Но если можно ее не делать, по максимуму давайте будем стараться. Самое главное – это контраст света и тени. А там, где контраста этого нету, там все едино. Даже если меняется цвет. Так, здесь я чуть-чуть что-то вот где-то тут, где-то здесь, где-то сюда. И объединяю, да, ухожу. Вот для этого все мои пятна, все нажитое непосильным трудом было, чтобы потом как бы это все объединить красиво с тем, что есть. То есть они дали уже мне рефлексы, дали мне разнообразие. Я это все увожу в пятно. В принципе, мы все на одних и тех же цветах здесь делаем. Да, какие-то могу как раз оставить головы людям, если захочу. Потом мы их там сделаем. Но в целом они в темноте, поэтому они будут темные, конечно, не такие светлые. Потом мы уже, ну давайте пока я так прикину и оставим. Вот видите, на этом этапе все начинает формироваться, и все уже могут такие, а ничего, вроде бы пятна были какие-то дурацкие, мы думали, что там ничего не получится хорошего, а тут вроде бы хоп, и все собирается. Ну вот поэтому не надо анализировать работу, пока она не сделана. Ни вам не советую, ни близким, как говорится, показывать. Добрый день из Лиссабона, супер! Присоединяйтесь к туру, это редкий момент, когда я буду в Лиссабоне с 14 по 19 сентября. Все подробности будут под видео, и можно присоединиться на один день, можно присоединиться на несколько дней, как вам нравится. Будем рисовать. Когда еще буду, не знаю, поэтому... Надеюсь, что скоро, но не факт. Поэтому всех зову, всех приглашаю. Пятна тоже хорошие были. Ну, да. После всегда все говорят, да нет, с самого начала было понятно, что все нормально будет хорошо. Да знаю я. Можете не это... Здесь тоже немножко какого-то коричневого. Но не очень сильно темный, потому что если будет супер темный, то тогда придется все утемнять. А вот нам все утемнять бы очень сильно не хотелось. Вот границы делаю, остальное пусть все куда-то уходит, растворяется. Там.
Здесь, мне кажется, даже немножко сильно синее. Сейчас можно противоположно чуть-чуть загасить. Что такое? Можно даже лавандой туда бахнуть. Чуть-чуть, то есть голубой останется, но как будто бы не так синий. Рефлекс есть, но... А если совсем небольшой опыт в акварели, стоит идти, на один день, я думаю, всегда стоит. Вы, во-первых, поймете, попробуете, да, как бы. Потом, ну, я бываю раз в 5 лет, в 6. Мне кажется, даже как-то пообщаться, получить какой-то опыт, это отличное знакомство. Ну, давайте так, я даже, мне кажется, если я поеду к какому-нибудь художнику, за которым я там слежу или который мне нравится, и даже если его техника мне не близка, там все, то я просто встретиться захочу. Потому что я понимаю, что он, например, в Москве, он не бывает каждый день. Ну, вот просто даже, да, друзья. Мы все как-то думаем, что какой-то удачный момент будет потом. Его может вообще не наступить. Вот. Я, конечно, хочу приезжать чаще, но это совершенно не известно. Ну, так вот, объективно, да? Просто вот рассуждаем с вами. Поэтому... Вы же не мне доказываете, что вы хорошо рисуете. Мне вообще все равно. Хорошо вы рисуете или плохо. На пленэре я занимаюсь с вами индивидуально. Здесь я не могу индивидуально со всеми позаниматься, потому что много людей. А на пленэре я набираю определенную группу, определенного количества людей, да, и занимаюсь, смотрю, какие у вас навыки, подсказываю, чем вам... что вы можете улучшить, над какими вопросами вам стоит позаниматься, а какие вопросы у вас, наоборот, отлично получаются. Потому что иногда я встречаю такой, вот, мне там, не знаю, учитель говорил, что я вот в этом плохо, а я смотрю, там у человека все отлично. Как бы иногда нужно получить эту обратную связь, чтобы просто себе даже не портить потом все состояние и не сидеть с этим страхом, который у вас был там кучу-кучу лет. Вот, например, таким образом, да, тоже. Да, так и есть. Если есть возможность, надо встречаться с любимыми художниками. Так и есть. Я тоже стараюсь это делать. Как бы, и мне кажется, это вообще абсолютно нормально. Тем более, если мы там в одном городе приехали, это уж совсем, как говорится, нам не встретиться. Правильно же? Вот. Так что надо делать, осуществлять, так сказать. Так, с этим мы потом с вами немножко разберемся. Сейчас пока общую картинку собираю. Да, уже похоже на нашу архитектуру. Buenos dias, Madrid, Spain. Oh, nice to see you. Also, I will have a workshop in English in Lisbon in September. I think tomorrow, maybe some days after tomorrow, I will post advertisement and I will post about this event. Because I will be in September in Lisbon, and if you want to paint with me, you can join. Приеду ли я еще в Армению? Да, планирую на следующий год. Не все зависит от меня, но вообще планы были. Вот, но, наверное, потом... то есть я не буду каждый год ездить, друзья. То есть иногда мы самые полюбившиеся места 2 раза, да. Но потом есть столько прекрасных мест, поэтому по 2 раза можно, а дальше уже надо подумать, куда еще. Так, вот здесь, смотрите, да, мы сделали с вами такой момент. И погнали на правую часть, потом посмотрим, может быть, что-то соберем. Целую неделю нет возможности на пленэр ездить, хотя бы на один мастер-класс, встречу хотелось бы попасть. Это всегда возможно, друзья. Всегда вы можете записаться на 1 день. Пожалуйста. Только, 1 день, он просто поделите, прикиньте, поделите все. Стоимость тура на 1 день. 1 день будет все равно столько стоить. Поэтому здесь учитывайте этот момент и присоединяйтесь.
С огромным удовольствием. На один день, так на один. У меня вот в Стамбуле девчонки присоединялись на один день, могли только. И вообще супер. Отлично, мы встретились, мы хотя бы там вот... И теперь я, когда вижу даже комментарии, вижу в чатах, совсем другое дело. Мы знакомы, как говорится, теперь, да? Я уже понимаю. Что за человек мне пишет? Потому что по аватарке с котиком, друзья, очень сложно кого-то запомнить. Только после живых встреч хоть как-то, да, мы там запоминаем друг друга. И гораздо-гораздо лучше это все у нас. Так. Едем на правую сторону. Буквально нам осталось с вами не так много, я понимаю. Возможно, я вас утомила. Не знаю. Вот. Ну, надеюсь, что своими рассказами тут в параллели вам тоже интересно. Так, едем дальше. Здесь. Так, сейчас прочитаю. Какие-то, если я что-то пропустила. What do you do to keep down the paper longer? Now my paper is dry at all. So, yeah, I will have a workshop online at the end of this month in English, and I will explain all moment in English. So, так, вроде бы. Я стараюсь вроде... Ага, все, ничего не пропустила основного. Так. Здесь, да, вот мы тоже смотрим. Здесь немножко по-другому у нас свет падает. Освещение, наоборот, здесь с торца. Стараемся его оставить. Какие страны планирую в ближайшее время? Все мое расписание вы можете найти на моем сайте, а также в моих хайлайтсах в инсте, а также закрепленный в моем телеграм-канале, а также на моем телеграм-канале в ВК. Все анонсы всех моих пленеров, туров, там, да, всего они там есть. Соответственно, в этом году у меня только Португалия и тур на яхтах в Турции. Вот. И это основные мои туры в этом году. Что будет следующим? Информация, я думаю, будет, достаточно попозже. Где-то в сентябре, не раньше. Вот. Поэтому основные мои такие рабочие туры. Так. Здесь, там еще дальний план у нас хотелось бы тоже немножко. Но мы там людьми потом подчеркнем. Вот. Так. Здесь. Такой плотный желтый. Да. Тут что-то я съела, конечно, какой-то выступ потерялся. Можно плоской кисточкой снова его вернуть. Он где-то тут был. Вот. Абсолютно легально. И также продолжаем, да, здесь. То есть у нас с вами здесь даже чуть-чуть темнее, может быть, рядом с контрастной зоной. Можем смочить вот это все. Да, у нас свет на этой части арки. В целом основной свет, конечно, здесь, да, и у нас вся часть в тени. Мы набираем много цвета, да, чтобы вот этот объем сохранить. Конечно же, такая. Опа, немножко махнула. Что-то такое грязненькое тут замешиваю.
guys. Yeah. Nice to see you in live stream. Так, здесь тоже, да, желтенький. И желтый, вот и такой, сякой. Самый желтый у нас, да, самая освещенная часть мы оставили с правой стороны. И здесь мы все-таки с вами сделаем теплую сторону, да, теплую. Вот, поэтому попробуем, по крайней мере. Вот мы сейчас также с вами темно-коричневый возьмем. Тут что-то такое вообще неясно там. Какая-то муть. Вот это и рисуем. Видим пятно, рисуем пятно. Какие-то просветы есть, но в целом достаточно просто коричневый, плотный, темный, сухой штрих. Угу. И здесь у нас ближе к зоне фокуса у нас цвет тени всегда теплый, рядом с краем тени. Поэтому там у нас достаточно будет теплый желтый. Вот, я поэтому здесь прямо его достаточно такой он, хоть и темный, но теплый. Вообще можно, да, какую-то ее разнообразную сделать по форме, но насколько у вас там хватит сил и желания. Ой, ну да, было бы неплохо на каких-то элементиках здесь. Ближе к вот этому краю она теплая. Дальше она уже более плотная, может быть, более холодная становится. Да, вот как мы тут и подкладывали. Понятно, что не такое темное, холодное здание, как с этой стороны, но тем не менее, все равно, да, у нее другой оттеночек. Можно к краю еще, да, тоже эффектиков дать. Здесь, ну, хочется, можно что-то даже оставить. Обхожу кистью, какой-нибудь там фонарик сделать. Почему бы нет? Так. И до границы. Да, а в глубине тень она уже более такая. Так, здесь у нас какие-то, да, у нас теневые зоны под балконами. Это мы все можем даже запланировать в точку схода, да, не теряем даже, если что-то, ну, можно подкорректировать. Тут у нас, да, все мы перепроверяем и желательно из точки схода это все делаем. Конечно же, у меня там не так прям, как на референсе.
Но я сильно к этому не стремлюсь. Да, моя задача настроение передать. Это важнее. Такой вот балкончик у меня здесь. Угу. И какие-то могут быть там арочки внизу, тоже такие. Более активные. Они на свету, поэтому они на теплом свету такие засвеченные у меня. Теплые. Можно потом пару темных штрихов, но в целом этого почти достаточно. Так, и уходим вглубь этого сюжета с тем, что мы тут уже нажили. Объединяем, в принципе, с холодной тенью. Здесь она может даже быть поплотнее, чем тут. Да, здесь как будто бы, видите, мы все равно создали рефлекс блестящей этой поверхности, но не сделали такую же теплую, как на работе. Так, у нас все нормально. Я надеюсь, я вам там еще не надоела, да, длинный сюжет. Вот. Просто когда мне что-то нравится, я прям кайфую в процессе. И мне прямо нравится погружаться, и я сильно не думаю тоже о времени. И как бы не спешу, если честно. Потому что прям такое в удовольствие. Все здесь у нас переплывает одно в другое. Нету вот такой линии, расчленяющей арку и все остальные моменты. Нету ее. Окей? Кто будет рисовать, обращаю ваше внимание. Да? То есть там плавный такой переход. Растекание. Тогда у вас будет это реалистично. То есть здание рефлексирует на арку, арка рефлексирует на здание. Тогда получается хорошо. Как только мы там... Надо точно отделить. Вдруг кто-то не в курсе. Вдруг не поймет, что там закончилась арка и началось здание. Люди сообразительные на самом деле. Наши глаза уже привыкли все это достраивать с опытом, со временем. Поэтому не надо разжеванную пищу класть кому-то в рот. Зритель способен идентифицировать, что там есть. А если ему надо прям сильно разжевать, возможно, это не ваш зритель. Это уже другая история, да? Поэтому, если вы даже рисуете реализм, но человеку нравится гиперреализм, это его право, тогда, как это сказать, прийти, знаете, смотреть танцы латино, а человеку может нравиться, не знаю, какой-нибудь бальный, и стоять всех критиковать, как они плохо танцуют, это приблизительно вот так же, да? То есть, поэтому... Мы стараемся работать на того зрителя, который разбирается в нашей области рисования. По большей части, конечно. Ну, а если вы попадаете в эмоцию, то, конечно, уже зрителю тоже, даже те, кто был не на вашей стороне, им начинает нравиться, даже если они в этом не признаются, потому что в любом случае, если вы попадаете в чувство, это всегда сильно. Вот это вот состояние, да. А для этого надо самим рисовать с этим состоянием. Вам самим должно нравиться то, что вы делаете. Это очень важно. Так, здесь. Там какой-то желтенький. Поэтому кайфуем, друзья. Все, что уже могли запланировать, запланировали. Дальше вот смотрим, что получается, как говорится.
Так. Та-та-ра-та-та-та. Еще, может быть, сюда схожу, потом посмотрим. Как будто бы еще вот этот вот момент здесь чуть-чуть потеряла вертикаль. Такие мелочи. Какой же вы трудолюбивый художник. И это при том, что я нарисую готовую работу за 2 часа. С учетом рассказов я бы ее без разговоров, без всего рисовала час, час 20. Если вы, понимаете, акварель самая быстрая техника. Но если вы не готовы даже 3 часа рисовать работу или 2, возможно, рисование это в целом не ваше. Ничего плохого в этом нету, да? Но когда ко мне приходят и хотят вот так вот 3 мазка и ничего, не быть внимательными, не трудиться, не делать, тогда вы получите ничего. Потому что все в этом мире, то есть нету, по-моему, уже, знаете, всех инфо-цыгане должны были научить, что вот это вот нагадай себе там счастье, много нагадали. Вот, поэтому все-таки труд, терпение, они как раз и работают. И только это в долгую и работает. А если мы не хотим вообще никаких усилий прикладывать, в рисовании очень много требуется. Трудиться, внимание, терпение. Это прямо основа. И если мы этого не можем, даже с учетом того, что акварель быстрая техника, у меня такие студенты были, которые приходили и такие, это 3 часа, я хочу вообще, махнул и все. Махнул и все, такой результат получится. Да? То есть даже если я рисую быстро, и результаты, работы, они эффектные, хорошую работу вы никогда не получите на тяп-ляп. Да, здесь я могу упростить, но какие-то вещи я делаю внимательно, потому что хороший и классный эффект – это всегда большая работа. Вот воду, допустим, что-то, какие-то темы рисуются быстрее, архитектура всегда рисуется дольше. В монохроме я рисую за 20 минут целую работу, потому что смена цвета требует времени. Но дело не в скорости, понимаете? Дело в том, что акварель, она быстрая, но и даже самый быстрый инструмент требует терпения. И если вы терпеть не готовы, если вы совсем не можете усидчиво сидеть, изучать, заниматься, то, возможно, не только рисование не ваше, я не знаю но, возможно, и в других сферах. Подумайте над этим. Может быть, вы тоже где-то что-то упускаете, потому что вот этого терпежу не хватает. Потому что терпежу не хватает обычно у детей, да? Вот. А у взрослого человека, он все-таки вырабатывает какой-то момент в себе, что он учится все-таки где-то терпеть. Но, опять же, я никогда не призываю терпеть через силу, через боль, через мучение. Этого нам тоже не надо. Поэтому баланс. Но совсем, когда я ничего не хочу и хочу быстро и еще не трудиться, камон, тогда и результаты будут соответствующие. Все очень закономерно. Рисование, я говорю, если вы только думаете идти в рисование, если вы еще не активны и думаете, что это быстрый процесс, похожий на спидпейтинг, который показывают все в инстаграмах, то я сильно разочарую. Это требует времени, внимания, терпения и всего остального. Так, у меня здесь такие колонны. Что-то такое, можем. А как вы боретесь с плохим настроением, трудностями в жизни и все равно находите вдохновение? Как обычный человек. Как говорится, зачем с этим бороться? Это надо проживать.
Как бы 5 лет психотерапии, друзья, регулярная психотерапия, терапевт, и это помогает. Если вы еще, как говорится, задаете такие вопросы, значит, эта сфера жизни вам не знакома, либо вы из тех, кто думает, что к психотерапевтам идут только психи. А вообще это поддержание ментального здоровья и работа с собой. И здесь, как бы, конечно же, постоянное умение проживать свои чувства, эмоции. Я в творческой смелости, у меня целый курс есть, посвященный этому. Вот. Как мы находим свои силы и так далее, да, чтобы, несмотря на все сложности, несмотря на все потери, смерти и так далее, двигаться вперед, жить эту жизнь, потому что, ну вот у меня она одна, не знаю, сколько у вас ее, а у меня одна. Если я ее буду тратить только на сожаление, конечно, я никуда не двинусь. Вот. Тем не менее, я как бы проживаю свои чувства, позволяю себе погоревать, прожить и дать себе время, прожить столько, сколько надо в разных сложностях. А дальше иду вперед. Продолжаю делать то, что я люблю. Оно меня не разрушает. Да, это грустно, да, это плохо, да, это все, к сожалению, но мы все живем. Нету еще ни одного человека, который не пережил в этой жизни там, смерть родителей, например, да? В разные периоды жизни. Но, к сожалению, мы все в этом живем. У всех умирают близкие, умирают друзья, у нас происходят войны, катаклизмы и так далее. Ну, как бы в этом плане мы не исключение. Но если это будет нас демотивировать на года, то, к сожалению, да, результат тоже соответствующий. Это очень сложная тема, я здесь не призываю как раз... То есть я призываю, наоборот, очень чутко относиться к своим чувствам и проживать их вовремя, не давить их в себе, а проживать их вовремя, обратиться к терапию. Для этого есть специалисты, которые в этом помогают. И уже, да, с этим работать. Но ни в коем разе не делать так, чтобы это все вашу жизнь просто превратило в какашку. Вот. То есть надо все равно находить потом силы, дать себе время, но как бы продолжать жить. Потому что все, что у нас есть, самое ценное, это наша жизнь, друзья. Так. Просто браться за кисть нужно же иметь настроение, особенно если ваше творчество светлое. Я с этим работаю. Я работаю, а как? Знаете, человек делится только тем, что у него есть внутри. Вот и все. И еще есть очень хорошая притча. Растет тот дракон, внутри нас 2 дракона. Один плохой, другой хороший. Вот растет тот, которого вы кормите. Если мы кормим плохие эмоции, продолжаем, то есть вот их годами. Если мы кормим злобу, отчаяние и так далее, то и растет. Если я стараюсь как бы окружать себя классными людьми, поддерживающими, если я стараюсь рисовать, путешествовать, давать какую-то возможность, отдавать людям, да, вот как в плане преподавания и так далее, я получаю много очень тепла в ответ, за что вам огромное спасибо. И это позволяет мне снова перезаряжать мою батарейку, двигаться и идти дальше. А если мы не отдаем, не делимся, если мы внутри такие скупые, если мы считаем, что у нас мир отберет все, и не дай бог, я не поделюсь, не расскажу информацию, или там, не знаю, еще что-то зажму, так мир так к нам и обращается. Вот и все. Все очень, знаете, взаимосвязано, гармонично, органично и да. Поэтому здесь я, наверное, каких-то вам новостей не скажу абсолютно, потому что я просто живу в гармонии с собой, стараюсь работать над этим. Как только это не значит, что я робот. Как только меня вышибает, и такие моменты тоже бывают, вышибает из гармонии, вышибает из равновесия. Просто я стараюсь это заметить и пойти этим позаниматься, да, вернуть себе состояние, вернуть себе настроение, спросить, а может я вообще голодная? Если я голодная и не выспавшаяся, наверное, какая из меня поддерживающая Настя, да? Вряд ли. То есть сначала мне надо этим заняться, а потом уже как бы идти и помогать другим людям. Вот. То есть вот это вот все. И все, что у вас внутри, оно и выражается на работах. Тут все очень просто. Да, стараемся кормить хорошего дракона. Это прекрасно. Это прекрасно.
Это, по крайней мере, то, что в наших руках. Не все в этом мире в наших руках, это правда. Ну уж, по крайней мере, наше внутреннее состояние, то есть это, пожалуйста. То есть, вот знаете, мне странно, когда люди почему-то пытаются изменить, не знаю, политику, там какие-то всякие вот эти вот вещи, но не знают, когда они устали, не знают, как поменять свое состояние, ну, то есть, как сделать так, чтобы настроение поднялось. То есть, себя совершенно не знают. Может быть, надо отправить фокус первый раз за жизнь внутрь себя, а не наружу. Перестать смотреть телевизор, я вот не смотрю его уже лет 10. То есть, как бы, то, что очень важно, мне все равно расскажут. Перестать кормить вот этого вот дракона, да, тяжелого. И тогда у нас как-то поддержать себя, когда возможно, дать себе эту поддержку. Дать себе любовь, которую не додали, там, не знаю, в разном возрасте. Перестать злиться на родителей, там, или которых, да, уже, вы уже взрослые, уже сами себе родители, дайте то, что себе. Ну, такие очевидные вещи. Я же сейчас не какую-то фантастику говорю, очень простые. Очень простые. Поэтому фокус должен быть внутри себя. Когда фокус в хорошем смысле внутри себя, то есть возлюби себя, ну, то есть ты можешь полюбить другого, если только у тебя там все хорошо. А остальное все из дефицитов. Ну, это, по-моему, очевидно тоже. Вот. И здесь мы с вами стараемся, вот видите, я как раз уже в этой беседе с вами прекрасной почти завершаю нашу часть работы. Здесь так нежненько все останется. Какой вы интересный человек. Посмотрите мое интервью, в котором я делюсь вообще своим жизненным путем. Он такой очень... Раскройте план на пленэр 30 августа, пока их нету, но уже можно записаться. Ну, в Москве будет. Ну, пока я не знаю, потому что это будет ближе к делу. Понятно, какая погода и какое у нас... Понимаете, ремонт в Москве идет. Проблема не в том, что я такая вот нехорошая, не хочу вам сказать, где. Если я вам сейчас скажу, а завтра дорогу там будут ремонтировать, будем ли мы стоять в этом ремонте? Как вы думаете? Ну, поэтому я накануне, да, уже ближе к делу вам обязательно скажу, и можно будет записаться, когда я пойму, что плюс-минус там как бы сейчас все безопасно. А если там раскопают, и мы будем в этой грязюке стоять, ну, вообще вопросики. Вот, поэтому, ну, связь с реальностью, друзья, не теряем. Именно поэтому я как бы не раскрываю какие-то моменты. Ага, так, сейчас, Марина. Настя, очень люблю смотреть, как ты рисуешь каждый раз, это как чудо, из пятен рождается потрясающая работа. Очень завидую тем, кто сможет видеть это вживую. Очень мне приятно, Марина, спасибо тебе огромное. Угу. Так. Да, когда рисуешь уже как терапия, забываешь о плохом. Так и есть. Рисование в целом является, да, таким легким формой терапии. Да, лет 15 уже не смотрели с детьми телевизор, только хорошие фильмы изредка. Да, остаются человеки. Так и есть. Здесь. И немножко сейчас, подождите, еще вот здесь. Мы еще здесь это не доделали. Там, здесь у нас совсем-совсем легенькая, да, вот совсем-совсем тепленькая такая прозрачная водичка. То есть у нас идет с вами, да, все-таки здесь у нас есть. Такая вот. Объединяем с тем, что уже написано. Угу. Так. Здесь, да. Вот, себе тут добавляю. Потом добавятся человеки, но, может быть, какие-то люди, можно им, кстати, сейчас уже дать вот эти отраженницы небольшие, да. И мы их и нарисуем. Здесь чуть-чуть вот эта тональность, да, она поактивнее. У людей тут тоже тени. Смотрю на
крев. Здесь у меня слишком утекло, слишком светлое. Тонирую. Сейчас прочитаю, друзья, обязательно, но все-таки, как говорится, это дела тоже не ждут. Так. Чуть-чуть там можно потом горизонтальные линии дать, но в целом все здесь плюс-минус готово. Да? Буквально осталось совсем немножко. Финальные какие-то моментики. И мы можем здесь по-другому сделать. Не горизонтальные полоски, а будут просто направляющие. О, Аня, привет. Аня Иванова. Вообще так приятно видеть мастеров в своем эфире. Это вообще всегда тоже что. Как-то у нас все-таки Инстаграм ожил, мне кажется, немножко, да? Чуть-чуть стал. Можно эфирчики делать. 100 лет не делала. У тебя, кстати, мне кажется, тоже сейчас эфиры побольше. Так что заходите, смотрите. Так, здесь немножко, да, у меня там вот, ну, буквально такой моментик. Ага, у меня немного, вот, сейчас, чтобы, а то я сейчас начинаю врать, и у меня нижней части арки все-таки давайте будет здесь. Как и тут, так и здесь. А то что-то пойдет не так. Подлетит она у меня, и потом буду думать. Так. Угу. И сюда уже, а здесь потемнее, правильно у нас? Потемнее. Могу тоже начать с какой-то там условно желтого. Так. И переходить. Ну, то есть все вообще как бы на одних и тех же цветах условно. Здесь у нас можно желтенький как раз оставить этот эффект. Даже водицей какой-то такой увести на воду. И соединить это с тем, что мы тут планировали вообще. Что у нас здесь было. Да? Угу. Ох, и красота, спасибо большое. Getting beautiful. Thank you, Andrea. So nice. You came back to see the result. Yeah. Все, друзья, использую прозрачно. Видите, акварель, ту, которая у нас есть. Все, что у нас здесь было красивого, хорошего. Ту подложечку. Всякие растеканицы, да. Все это красивое. С уважением к материалу. Грандиозно, красиво, сложно. Спасибо большое. Ну, видите, не всегда. Простые уроки у меня тоже есть. Так что смотрите, кто-то, мне кажется, захочет сложное написать. Сложные мы с вами и на еще пленэре обязательно порисуем, поэтому тоже приходите. И простое там тоже порисуем. Поэтому обязательно. Так что разное будем смотреть. Удовольствие. Очень хороший эфир, полезно повторить. Мне очень приятно. Да, мы с вами сейчас нарисуем здесь каких-то людишек в целом. И почти все как бы готово. Да, вот такая вот основная история. Ну, потом еще, когда все завершится, уже все будет понятно. Но this is Lisbon. Yeah. О, Мари, приятно видеть.
Друзья, спасибо, что заходите на эфир. Вообще это очень приятно. Так, тоже смотрю какие-то элементики. Здесь это пятна для людей. Людей пока нету, поэтому они смотрятся несколько странно. Но сейчас все появится, то есть стаффаж. Но перед тем, как каких-то там людей добавлять и все остальное надо, для начала, друзья, все-таки разобраться, все ли по тону, везде ли хорошо, да, везде ли вы эти элементы все сделали, все ли мы там, ничего ли где-то, да, не потерялось. Такс. И здесь какие-то окна уже темные, да, такие вот. У меня 4-й сезон «Невредных советов». Здесь на Ютубе и во всех моих других, и в школе есть. Там учимся рисовать разные разнообразные окна, чтобы не было скучно, чтобы вот это вот все, как говорится, они у нас получались классные, прикольные, разные, да, какие-то со ставнями. Ну вот для этого тоже нужна тренировочка. Ну, здесь неважно, все окна мы все равно не нарисуем, в темноте их уже и не видно. Вот, поэтому парочку сделаем с этой стороны, парочку с этой. Посмотрим, где у нас какие темные участки. Но в целом, да, мне важно, что она у меня тонально темная, что она у меня вся, ну, очень сейчас близко к референсу. То есть я рисовала как раз, если посмотреть, да, и тонально, и цветово, очень близко к референсу. Но, естественно, я делала больше акварельных обобщений, я делала меньше расчлененки, я делала нужные эффекты. Вот, в целом, и убирала вот это вот ярко-синее небо, которое мне здесь в целом не нужно. В остальном все, и полоски мы здесь уберем переход, мы сделаем просто крестообразные, ну вот, как вот на этой части, то есть как бы все. Так, ну что, нарисуем сначала людей там вдалеке, каких-нибудь, все. Уже движемся мы к финалу с моими болтологией всей. Головы на линии горизонта не теряем, все по-прежнему. С того момента, как мы это решили, до того момента, как мы это нарисовали, ничего не изменилось. Головы по-прежнему в тех же самых местах. Так. Чем дальше люди, тем они могут быть светлее в своей форме. Немножко, да, наш. Если хотите, чуть-чуть приближу. Ой, можно же вот так сделать сейчас. Не сделать. Хорошо, приближу. То есть здесь я стараюсь не рисовать очень темных людей, потому что они у нас далеко располагаются. А когда мы там рисуем черных людей в воздушной перспективе, все, у нас вся... А мы там воздух какой-то делали, а у нас весь этот воздух убегает не пойми куда. Вот, поэтому... Причесон. Конечно, они разные, в разной одежде. Может быть, чуть темнее, чуть светлее. Но так в целом. Пешеходный переход, да, решил не делать. Сейчас все увидите. Там много людей, имитирую как будто бы пятнами, что там какая-то толпа,
Что-то там такое есть. Все там идут. Вот. О, Катя Брокколи, привет, Катюш. Так. Сегодня ко мне прямо столько заглянуло прекрасных моих людей, художников, друзей. Невероятно приятно. Так. Сейчас немножко еще вот здесь я загашу этот голубой, а то он сильно яркий, можно даже немножко подснять. Ну, не обязательно, но у меня просто лично он немножко здесь, как бы он хорошо, но слишком светло, слишком ярко он лег на мой вкус, поэтому я его чуть-чуть здесь даже подсниму лишнюю краску, а потом сейчас затонирую, так он лучше сядет. То есть синий все равно останется там синеватый, но он не такой яркий, потому что у нас на небе все-таки меньше этого вот оттеночка. Так, здесь мы тоже такой сделаем переходик. Какие-то самые темные элементы. Вот уголочки здесь, да, тоже можем намекнуть. Не сильно. Там, где световая часть. Так, и у нас вот здесь вот люди, да, мы для них тренировались. Идут. Ну, я, честно, не буду им какой-то особенный цвет, чтобы они сильно выделялись. Они тут часть команды, часть корабля. Вот, поэтому сделаем их довольно-таки как бы такими понятными, как я обычно их делаю. Даже можно покрупнее этому дать голову. И ноги. В таком каком-то кардигане вот там. Тазовые кости, не забываем, что они присутствуют у человека. Вдруг внезапно у него ноги из кардигана не растут, поэтому там они тоже есть. И все это растворяется в нашей тени. Вот тут. Так. Здесь тоже у него. Можно вообще это вот так вот слить. Стоит, идет. У этого рука в кармане. Арвик, привет. Очень всем приятно видеть всех. Так. Тут как будто бы, да, какой-то тоже может быть намек сухим штрихом. Какие-то буквально эти. Ну, хочется, чтобы это все осталось уже больше в растекании у нас. Такие вот человеки мои идут. Здесь, не знаю, как будто бы мне не хочется сильно закрывать людьми вот этот свет с правой стороны. Сейчас я подумаю. Сделаем вот так вот. Да. Здесь нарисуем, не буду тут делать людей, нарисую фонарик, для которого оставила тут даже место.
можно и здесь. Ну, вот я люблю такие, как бы, пасхалочки. То есть у нас получается движение сюда, сюда, да, то есть оно все равно у нас здесь есть. И буду сейчас низ рисовать. Я сейчас еще в целом смотрю, да, если что-то, наоборот, где-то слишком темные получились, немножко хочется это все объединить. Если детали, наоборот, там подубрать. Здесь я даже как бы сильно не хочу сюда никаких деталей добавлять. Можно вот так вот или теплым, да, какой-то буквально там какие-то элементики поставить. И вот у вас будет имитация детализации, объема, бликов. Наоборот, да, светлыми. Но я предпочитаю это, конечно, все решать за счет тона, да, не рассчитывать на кроющую потом краску, что я это как-то прикрою, да, это можно вот небольшой бличочек потом сделать, какую-то детальку, подписать работу, но не основу за счет этого. Так. Чуть-чуть еще здесь делаю. Смотрю. Так, вот это я хотела. Да-да-да-да-да-да. Вот это я хотела. Здесь убрать. Все. Что нужно. Люди здесь не люди. Как бы это просто как часть пейзажа, да, потому что это не конкретный человек, которого надо вырисовывать. После дождя, но если вы внимательно посмотрите на референс, вы поймете, что не после дождя. Прикиньте, даже не после дождя, когда асфальт гладкий или просто блестящий, да, там такое покрытие, то вы посмотрите, вы видите все, отражение от людей. Я рисую, собственно, то, что у меня сейчас на картинке. Просто я не буду вот так вот полосками делать пешеходный переход, но, друзья мои, отражение не только после дождя, не только на влажной поверхности. Она может быть глянцевая, может быть протертая, может быть вот такой. И это очень хороший, пожалуйста, это очень хорошее решение, очень хорошее для рисования низа. Потому что когда мы там начинаем потом... То есть и так вверху, да, всего много. И вот здесь вот низ очень классно, когда вы работаете с вот этими вертикальными направляющими. Это очень акварельно. Очень акварельно. Рекомендую взять это как хозяйки на заметку. Так, здесь чуть-чуть я это соберу. Поэтому... А то мы потом думаем, что это только вот, да, только после дождя. Это, как говорится, вырабатываем наблюдательность, смотрим. А в каких еще случаях бывают такие моменты? Это, то есть, очень нам помогает потом рисовать, потому что художник, он в целом, память, логика, это наше прям все. А память особенно, потому что мы запоминаем, как это все у нас формируется. Такая архитектура, такие люди очень хорошо показывают мастерство. Спасибо большое. Ну вот, мы стараемся. Расту, учусь, делюсь с вами. Еще, знаете, очень много всего впереди. Как бы. Так, я как раз ждала, что здесь подсохнет. Немножко сейчас сушну, как говорится, феном. Сделаем пару направляющих, не хочу пешеходный переход делать. Вот так иногда бывает, когда особенно какие-то такие темные моменты. Здесь вот, кстати, могу наоборот ему светлее ногу сделать на фоне темного, да, вот такой вот, как бы растворяется, теряется. Вот, мы можем решить в конце. Но здесь очень важно, да, не терять, во-первых,
Вы можете взять линейку, если вам... Я вам лично разрешаю брать линейки. Если у вас еще какая-то фобия на линейки, и вам кто-то в жизни сказал, что линейку при рисовании плохо, а вам уже 40 годиков, а вы все боитесь взять линейку, вот, если вам она лично нужна, не обязательно всем показывать, то я вам разрешаю, можно взять. Вот, можно взять линейку и вот так вот, да, себе сделать это. И не спрашивать ни у кого разрешения. А можно мне линейку? А что? Вот окроющей краской разве можно рисовать? А разве можно вот так вот делать? А разве можно вот так? Да можно, друзья, все, что вы хотите. Вот. Начните уже пробовать. Кстати, мы кого забыли? Мы памятник-то забыли. Так, у нас слева свет, поэтому справа он вполне себе может быть темнее, чем фон. Что там такое, я пока не знаю, узнаем мы. Я, конечно, могу загуглить, но интереснее увидеть. Так что вот так. Сейчас он еще посветлеет чуть-чуть. Памятник вернулся. Алекс, nice to see you. Yeah, I hope we will see together this autumn. I will write you soon about this. Так, и мы, если хорошо без линейки, прекрасно, друзья, без линейки, не обязательно это, да, вырабатываем, смотрим. Так, сделаем парочку направляющих и с точки схода, да, не перекрывая все на свете, да, ближе к нам толще, дальше от нас светлее. Где-то можно вперед сделать, а можно и не делать сильно, да, только вот в стороны. Подчеркнуть, дать вот эту плоскость асфальта. Не надо все радиально делать, да? Какие? Вправо, влево чуть-чуть, несколько. Посередине, наверное, они нам будут рубить всю композицию, правильно? Hello, my friend, thank you. Вот. Поэтому мы стараемся с вами, да, вот там, где они нам нужны, чтобы подчеркнуть асфальт, ну, в безопасных зонах, как бы. В безопасных зонах. Сюда мы идем. И что-нибудь горизонтальное нам все равно нужно. Здесь вот мы, да, немножко даже. Здесь у меня, видите, вспучилось. Поэтому я так шваркнула сейчас больше, чем нужно. Можно парочку таких направляющих. То есть не стараемся вот сделать чистокол перекрестный. Наоборот, они все у нас раскрываются до горизонтали. Ну, вот мы туда и... Ну, а эти поперечные практически горизонтально. Давайте будем. Не будем их сильно поднимать. На темном темнее, естественно. Да, там, где у нас больше отражение. Здесь у нас уже все хорошо с вами и без этих полосочек. Да, если не хочется, можно не делать. Я буквально чуть-чуть намечаю эту плоскость. Да, смотрю, вот чтобы там все. Но за счет пятен, за счет фактур, света, это уже не самое важное. Но очень важно вот в этих перекрестиях, если вы их оставляете, то там мы не бросаем. То есть здесь узловая точка. То есть мы не делаем вот так вот. То есть мы, понимаете, если вот даже есть, то есть вот у нас перекрестие, вот это важный момент. Мы можем бросить между ними, а вот они всегда у нас формируются. А я часто вижу вот это. Вот это неправильный вариант, да? То есть правильный вариант, лучше вы бросите вот здесь, смотрите, между. Но перекрестие, там соединяется несколько линий, они самые связанные точки. Там ничего не бросаем, не оставляем. Для эффекту.
Надеюсь, видно все. На темном, да, можем светлым дать, на светлом, соответственно, темным и наоборот, да, то есть здесь где-то. Я куда-то наверх шла, ну, исправляемся. И я подпишу работу, сейчас я напишу этих птичек здесь дам, как бы небо закроется в паспорту, меня это сильно не волнует. Вот здесь могут быть птички летящие, да, классные. Летят и машут в разные стороны, покрупнее, помельче. И вот здесь я теплым подпишу работу. $26, да, вот у нас с вами такая вот история солнечная. Да, можем где-то здесь еще парочку. Они всегда все равно не будут самые светлые, они останутся в среднем тоне. Ну, здесь вот там, где свет падает, да, можно. Кто смотрел сейчас мой эфир с аркой, да, мы рисовали, чуть-чуть выбило из эфира, но все в порядке, эфир на месте, эфир сохранен, все сохранилось, вы его сможете найти, вы вышло еще раз в эфир, чтобы вы не пугались, вот, все до конца сохранилось, до моей подписи, и потом все, да. Ну, так бывает, все перегрелось, техника, много, да, долго я сегодня болтала, рассказывала сначала про пленеры. Yes, I'm going to do, I think I finished and yeah, this my work of today. Yes, and live stream saved, all is okay. You can find it in my profile, yeah. And you can paint it with me. So. Так что, друзья, просто я не люблю как бы уходить, когда не попрощавшись, так сказать, по-английски. Поэтому решила выйти еще, так как вы, да, сейчас были со мной столько времени. Вот, спасибо вам большое, спасибо, что были со мной, присоединяйтесь. Thank you for your attention. I hope we will see at the end of the month with interesting, I don't know, reference maybe, and we will speak English and we will paint, and I try to explain some points in English. So please follow my Instagram and see the news about лайвстрим. Да, спасибо вам огромное, спасибо, что мы рисовали с вами столько времени, все хорошо, все сохранилось, друзья. Я его уже выложила, просто он такой, знаете, без финала, так обрывается прям внезапно, поэтому вот, YouTube, естественно, дайте мне время, еще я выгружу его тоже в YouTube, но так вообще-то, да, там очень много всего. Вот, еще раз покажу такую вот солнечную работу. Понятно, что здесь немножко в другом ключе, но вот мы с вами нарисовали полноценную, такую большую, интересную. Обязательно пробуйте, делитесь. Я не знаю, сейчас, мне кажется, у меня уже нет вот этой функции делиться под... Она сначала появилась, что можно фотку прям выкладывать в комментариях, а сейчас вот у меня ее нету, но если у вас вдруг есть, делитесь фотографиями работ. Вот, в общем, будет интересно, что вы нарисовали. В ВК у меня можно, ВК тоже появится чуть позже сегодня, наверное, или под конец вечером, и тоже можно будет поделиться, посмотреть. Талантливый художник, интересный человек, спасибо большое, спасибо, мне приятно. Так, спасибо вам, что, в общем, вы были со мной в эфире, так что... Да, сейчас мы будем
прощаться. Это такое короткое прощание. Если у вас есть вопросы, задавайте. И, конечно же, я вас жду на своих активностях. Все везде в закрепленных есть. Все есть на моем сайте. Все ссылочки есть у меня в профиле. Все там вообще максимально просто понятно. Все можно найти. Если вдруг вы не можете найти, напишите мне в директ. Я вам отвечу, где это найти, как найти и так далее. Так что присоединяйтесь на пленеры в Москве, и вот будет в Калуге в августе, и, конечно же, в Лиссабон очень вас жду в сентябре. В общем, пока есть несколько мест, можно присоединиться. Вот, поэтому с вами порисуем активно, интересно, на пленере, живые работы. Вот, конечно, я немножко уже подустала сегодня, когда, да, пленер, рисовала много объясняла, но я надеюсь, что мы провели классно это время, вот, с пользой, в удовольствие. Ну все, на сегодня прощаюсь, хорошего вам настроения, хорошего вам дня, и рисуйте, находите свой личный баланс. И если эти правила какие-то, которые вам когда-то кто-то сказал, вам сейчас не полезны, значит, подумайте, может быть, их пора отсортировать или откинуть, отбросить и попробовать что-то другое. Спрашивайте себя, это мне сейчас полезно, это мне приносит пользу, удовольствие и так далее. Может быть, это правило, когда мне было 5 лет или 10, и оно тогда было актуально, а сейчас нет. Вообще, это очень полезный такой момент. Ну все, спасибо вам большое. Все, на сегодня пока-пока.